Всем привет, друзья, с вами Саша Шкудун. Сегодня будет офигительное видео. Помните тот мой ролик «Встречи с НЛО», где я собрал комментарии из интернета, людей, которые встречали НЛО, там, вступали с ним в контакт. Я это все собрал в один ролик и выпустил. Собственно, оно есть на канале, можете посмотреть. Один из комментаторов свою историю написал. И эта история просто меня ошеломила, и захотелось с ним пообщаться вживую. И так и произошло. Он мне написал на почту, слово за слово, и я предложил ему интервью. Он сказал, без проблем. И мы записали интервью, собственно, вы увидите его полностью. Единственное, у нас случилась лажа со звуком. И первые 7 минут он такой себе. Я постарался вместить туда субтитры, чтобы вам было удобно и понятно это все читать, смотреть. Но с 7 минуты примерно звук стабилизируется, я включу там отдельно диктофон, и я записал еще одну звуковую дорожку, понимая, что со звуком могут быть траблы. Так что досмотрите это видео до конца, оно получилось очень офигительное просто. Я вот, даже когда я его монтировал, еще раз его пересмотрел, супер. Я оставлю также тайм-коды на каждое там, на важную фразу, важное событие, которое имело место быть в жизни моего контактера, назовем его так. Так что давайте смотреть. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Так, меня зовут Александр, очень приятно. Я на самом деле хотел, чтобы у нас состоялся этот разговор. Вы очень интересные вещи рассказываете, поэтому все-таки вживую хотелось бы с вами пообщаться и все досконально узнать. Вот, это я попробую все-таки записать наш разговор, если получится, если запись пойдет, и потом на своем канале для широкой публики его выставить, чтобы вашу историю реально узнали многие люди по всему миру, из разных стран. Начнем, наверное. Расскажите немножко о себе, да, чем вы занимаетесь сейчас, там, если хотите. Так, так. Но это пенсионер это тоже занятие, то есть я думаю, хлопот хватает. Ух ты, вот это интересно. Я работал все время инженером-моделистом Угу. в спортивном клубе, в заводе, где первые в Советском Союзе делали стеклопластиковые планеры. Мне 72 года теперь. Там работал до 81-го, пока переехали здесь, в Бактайзу. Мы наследовали дом, хозяйство такое. Мне слишком далеко было ездить на работу, около 50 километров в одну сторону. И там дорога такая плохая, загруженная, очень, и быстро нельзя ездить. Так что приехали сюда жить, и потом поменял я немножко профессию, стал учителем авиамоделирования, все равно по профессии. Ну, по этой профессии я вышел на пенсию вышел. Я думаю, сейчас плавно перейдем к вашей истории похищения, встречи, да, с инопланетянами, назовем это так. Как вообще состоялся первый контакт? Вы писали мне, расскажите просто еще раз об этом. Так уже получилось, что я даже сам не знал, что там такое. Я думал, что это самолет русских, потому что этот объект летал 6 на этой базе, там склады какие-то были, а мы за забором там подальше собирали малину. Родители мои, моя сестра, мать, и там еще соседка была. Я когда клал ведро, я не столько клал сюда, столько съел эту малину. Я собираю, вроде бы что-то говорит, что-то со мной говорит. Я не понял ничего сразу и стал оглядываться. И далеко там, за этой базой, там, около горизонта, я увидел такую точку. Сразу перебью, место. И в городе Симнас, около озера, по-моему, подождите, как он называется? Дусёс. Так, вы увидели точку. Там была такая военная база, была, леса были, и там на этих лесах малина росла хорошо. У меня отец имел свою такую машину, BMW Вандер. Мы ехали собирать эти ягоды. И увидел я его, и они со мной стали говорить. А мне бабушка, меня, которая за мной смотрела, напугала, говорит, там черти всякие. Да? Ну, бабушки, да. Я говорю, наверное, так думаю, что это, наверное, черти. Они говорят, Аня, бойся, меня черти, не такие люди, как и ты. И на понятном языке, на литовском. Ну и потом подлетели они совсем быстро, и я увидел, что этот маленький такой черный, который
такого черного цвета, вертикальный, и сплюснутое яйцо такое вертикальное, без окошек, без ничего. И даже заметил, что внизу, между шпангоутами, там что-то так и помятое даже есть. Там летает только слышание, может, звук ветра вокруг него, то есть ветер, а больше никаких звуков ничего. Ну, и я не помню, что ты с ним говорил, но теперь точно что не помню, помню только то, что они сказали, сказать мне им свою проблему, как я говорю, мне, понимаете, двойки, тройки получаю, не могу ничего сделать, говорит, но ничего, говорит. И то, что первое тебе число придет в голову, то ты пиши и будет правильно всегда. Но потом после не пошли в школу, и дали там такую задачу писать на уроке. Ну, я прочитал, ну, там были что-то про ягод, как это будет, стаканы ягод. А на литовском языке стеклянный и стакан – это то же самое почти. И мне показалось, что это стеклянные ягоды. Ну, я как-то стал служить, они мне что-то написал, носит, учитель говорит, ну, бываете, ты уже переломался, уже 5 получишь. Ну, незаслуженная 5 была. Теперь переходим плавненько к похищению, да, вот когда вас похитили 5 лет, вы там были у них. Это настоящее похищение, это было в 1974 году. Но я не все помню из этого. Помню некоторые фрагменты. Я по этим фрагментам написал там такой рассказ. У нас есть НЛО Литвы, страница такая, НСО Литвы. Ну, так вот, я там написал свой рассказ на литовском языке. То, что помню, ну и немножко еще добавил я к этим вот. Но это уже была совсем другая история. Было так, нам надо было где-то жить, и я пошел устраиваться на работу там тогда, в стройку такую. Ну, там говорили, что быстро дает прийти. В этой конторе я сижу, жду этой администрации, ко мне подходит такой человек, не очень высокий, ниже меня немножко. Он со мной начинает так заводить разговор, как я, где я живу, чем занимаюсь. Я сказал, что я занимаюсь этим спортом авиационным, тогда занимался. Начали говорить с ним немножко про технологии. Он меня начал спрашивать этих вот новые, которые мы создаем. Я ему рассказал как раз новые технологии, такое мы создавали для покрытия крыльев. Там. Он говорит, ну, нам такие люди нужны, как ты. Не хочешь соучаствовать в одном эксперименте? Говорю, ну, если он не криминальный, так можно и соучаствовать. Да, с твоей стороны, говорит, никакого криминала не будет. А сколько вам лет было? Мне тогда 20, по-моему, в 74-м 25 лет было. Так. Я тогда был молодой, весу 75 килограммов весил. Теперь уже 140, так что не Ну и забыл это дело, что мы там поговорили, так пошутили. А потом он ко мне домой пришел однажды, там другой раз пришел в гости, как будто таким другом стал. Ну, друзья приписываться. Потом мы в конце лета там увидели, что заработков никаких уже нету на этой стройке, там копейки платят за месяц, если получаешь там 80 рублей, а в то время, знаете, это были пустяки. А про квартиру тоже перестали уже говорить, говорю, надо идти искать где-то, чтобы прожить. Ну, я решил уволиться с этой работы. Однажды он ко мне приходит, говорит, а у тебя группа крови какая? Не можешь сделать до понедельника, мне очень надо. Говорю, почему делать? У меня права мотоциклиста есть, я имею мотоцикл Ява. Говорю, там написано, там 4-я группа такая-такая. Ну, дай мне, я перепишу, может, подойдет. Переписал он эту группу, а потом поехали мы в деревню, там такое было, как говорится, религиозный праздник, как Цинкулис у жены, где она живет. И как раз, ну, так получилось, что я один вернулся оттуда, она еще осталась там побыть немножко с родителями. Я вернулся с 74-го года,
августа, первый день, первое воскресенье было 1974 года, августа. И вернулся около 5 часов вечера, там далеко было, не близко эта деревня была. Сел, говорю, дома нет ничего, сейчас вытащу свой самолетник, там почищу, никто отвечать не будет. В одной комнате мы жили, в других комнатах родители. И какой-то звонок, приходит, мама, к тебе пришел. Но этот приходит, его фамилия, имя Йонас, а фамилия Карла. Потом я узнал, потом я забыл это все. Но меня стерли в память какое-то время после этого инцидента. И так что я начал все вспоминать после 2002 года только. Все это. Да, интересно. Так, но я теперь уже кое-что помню. Он мне стал просить, что я его на мотоцикле провез в такой Шенгере. Там будет как это, лес такой, ну, не очень большой. Там все это место работы. И когда он работал, правда, он работал, устроился работать руководитель там, ну, где гимнастику делают между на перерывах. Такая должность была. На эту работу он там появлялся, то не появлялся. Потом он руководил кружком стрелков. Там стрелять ходили они, а этого не было где стрелять, так они ходили, это в Шенгере стрелять там, они ходили с этими, которые у него записаны были. Я тоже немножко ходил, мы ехали в Каунас, город, в Тир ехали, пострелять. Но он ходит, говорит, ты не можешь меня подвезти? Ну, говорю, могу, но мотоцикл немножко уже барахлить надо бы его. Ну, все равно, говорит, там мне надолго, на полчаса. Мне так не хочется, говорю, блин, вот имею такое свободное время, хорошо, для себя, его теперь надо, говорю, ну хорошо, отвезу я тебя. Говорю, долго там будет? Нет, недолго. Ну, и мы поехали туда, в этот лес, сидим, и ждем, он рассказывает один анекдот, другой анекдот рассказывает. Ну, время идет, уже 7 часов, уже 8 часов. Говорю, знаешь, Йонас, я уже больше не хочу, жена должна вернуться из этого, я должен ехать домой. Он говорит, нет, ты будешь сидеть здесь столько, сколько я тебе прикажу. Понимаете? И вынимайте свои сумки пистолет Марголина и мне показывают, говорит. Пулю не хочет схлопотать. Так как он тренер по стрельбе, думаю, точно мне промахнется, делать нечего. Ну, в общем, говорю, так сколько же ждать надо будет? Говорит, посидим до 12 часов ночи. Если ничего не будет, тогда сядешь и поедешь домой. Он, наверное, этот связующее звено, да, он на земле был. Не знаю, кто он такой был. Мы потом в позапрошлом году пытались выяснить его личность. Когда вспомнили. Он, вот у меня здесь записано, вот здесь мы сходили в это мое место работы, где я работал, и сказал, что хочу встретить своего друга, который вместе со мной тогда работал. Он, оказывается, рождения 1935-го, 8 месяца, 10 дня. И даже где проживает нам дали. Так я уже с уфологами ходили мы там. У нас в Литве есть уфологи, и идет такой форум уфолог ЛТ. Если хотите, все на литовском языке, но можно машинный перевод делать всегда. Я там под ником инкогнито иду. Ну, вы его не нашли, да? Нет, 35-й год рождения, так он уже старик, уже ему... Ну, а может, если он был там с... Мы нашли, где он живет, нашли, кто эту квартиру снимает. Эту квартиру снимает его дочери, а эта дочка за границей. Дочка Юлия, 61-го года рождения его. Так что он уже исключено, что он оттуда, но он какой-то... Мы думали, что он работник КГБ, потому что в Центральном бульваре, в 3-м доме, вся эта половина дома была для работников КГБ квартиры даны.
Он как раз жил на третьей квартире, третий подъезд, 8-я квартира. На 2-м этаже жил как раз. Там вышел такой, ну, люди, уже, одним словом, мы поспрашивали других людей там, но никто ничего не хочет сказать. Один такой открыл дверь и посмотрел, сразу захлопнул, видно сразу, что чекист. Потом мы побоялись, все-таки, ну, не очень-то легально все это, мы никакого не имеем права там таких расследований делать, ничего. Это, если человек хочет говорить, то говорить, если не хочет, так он может послать. А подскажите, вот возвращаясь еще в ту ночь, что там дальше произошло? Дальше после этого, ну, я был уставший после этой долгой дороги. Он мне дал такую из сумки куртку дал, бросил, говорит, давай наденься. Я подумал, что ты... Я-то такие, вот так, как теперь одетый был, под вечер уже холодно. Я надел эту куртку и уснул. Около, думаю, надо, ну, что делать? Все равно до 12 надо ждать. Просыпаюсь, и такие звуки. Я думаю, нет. Только открываю глаз и не двигаюсь. Смотрю, он стоит там подальше, луна светит, а с ним такие 4 человека. Вот мне будет до сюда они все вместе меня. Такие у них пиджаки в клетку. У всех одинаково, как формы. И на шее висит, как автоматы, оружие. Ну, 74-й год, это мирный год, никаких там войн, ничего нет. Кто может ходить в лесу с оружием? То есть далеко я не вижу, он вроде бы автомат. Но потом мне дошло, что надо резко, они все думают, что я сплю, надо резко вскочить и в кусты, и на свой мотоцикл и домой, пока они там разберутся. Я как вскочил, так ломом столкнулся с техническим солдатом, который за мной стоял у моей головы. Он упал и выбросил свое ружье. Я первым подхватил это ружье. Но не знал, как с ним пользоваться. Понимаете, я сам сержантскую школу кончил, я все оружие хорошо знал. Но не понимал, как и что надо делать. Это у него какое-то специальное ружье было, да? Это не наше, не земное оружие. Я такого не видел. В то время секунды были, мне, может быть, и нашел, как с ним. Оно может лазерное, может... А можете описать, как оно выглядело? Она похожа на Калашникова, только ствола нету вроде бы, ствола приклада тоже, приклад такой маленький, и нету магазина, ничего нет. А спусковая скоба нету? Крючок? Если скоба, так я бы знал, что делать. Ну, понятно. И этой нету. В общем, как им пользоваться, так и не понял. Ну и времени не было. Но все равно я на них наставил, они все на меня направили, а этот пистолет этот направил на меня. Думаю, может, они не выстрелить, но это так, сволочь неясный, может и выстрелить. Ну, Маргулина пистолета там мелкашка, но с него человека спокойно убивают. И мне не было что делать, они меня окружили, отняли это оружие, немножко так, но они маленькие были передо мной. Я бы их, если так физически, так мог бы разбросать спокойно один. И стали погонять в такую лужайку, а там в лужайке аппарат такой стоит. Вокруг это как мгла такая, и он стоит не на земле, а полуметра, ну, может, 70 сантиметров от земли. Висит, ну, так как стоит, ничего, никаких ног, там, как пишут про эти летающие тарелок, ничего нет. Он, наверное, на какой-то антигравитации или на чем-то стоит. Открылась дверь такая овальная, и меня затолкали внутрь. Как затолкали, мне первое, что попалось в глаза, это такие кресла, темно, как алюминиевые, но только такие темные. Штампованные. Ну, знаешь, как в самолете бывает, что сидите, штамповки такие. Ну, они мне очень, ну, мне по размеру, говорю, ну, все, теперь всю жизнь я буду сидеть, который
очень неудобно, и на них очень плохо сидеть. Это как в детском саду, не в детском саду, но чуть побольше. Но не для моего размера, не нормальные такие. Они анатомические, но не для моей фигуры Ну, сделаны. для них, для низких. Для них, да. Я сел, и они все, меня оставили и ушли так к себе. Один приходит со мной, говорит, как будто это посредник. Один придет, мне передает, что сказали, этот, и мой ответ берет, может, туда. Ну и мы стали с ним немножко так поссорились, говорю, какое вы имеете право, говорю, одним словом, это не из тех было, с которыми я знал, они все были вежливые, никогда никаких таких не делали, а эти так как черти какие-то, такие злые. Он говорит, мы хотим вам объявить войну. Как это говорю, объявить войну? Вы такой, подождите, хотя бы 20 лет мы довооружимся, как вам не стыдно на такой славы планеты, мы только разбиваемся. Да, говорите, после 20 лет вы ничего нам не сделаете. Так говорю, давайте тогда сделаем так, если уже хотите, вы меня все равно взяли, так я через наше правительство могу передать ваши эти требования или что-нибудь такое. Нет, говорит, мы не так делаем. Говорит, мы сначала делаем это прессовку для этих правительств, чтобы они хотели с нами говорить. А после этой прессовки мы только тогда начинаем говорить. А как вы, говорю, это делаете? Ну, вот у нас есть много способов. Один из самых таких лучших способов, не очень дорогие, говорить, это болезни. Мы можем вам послать какую-то болезнь, вирусологическую или что-нибудь такое. Говорю, но все равно, так вы хотя бы на каких-нибудь 20 лет, попозже это делаете. Говорит, это посмотрим, как это будет, но может быть и сделаем попозже, а может и нет. Одним словом так. Я очень рассердился, когда он ушел, оглянулся. В конце этого помещения там как будто такое, как тебе сказать, как пульт, не пульт, какое-то управление, и над этим пультом вот такое лента вот так сделана, и стоит она. Я, пока его не было, там пошел к этому, так сунул голову между в эту арку и стал слушать, что они говорят. Все. На моем языке они, одним словом, они что-то между собой там шепчутся, что надо построже со мной и так далее, и так далее. И я увидел такую зеленую кнопку. Она была на этом пульте квадратная такая, куб такой. И зеленый. Я на него нажал, он поднялся выше, выступил и загорелся зеленым цветом. И я стал слышать, как говорит диспетчерская служба аэропорта. Мы где-то там были на высоте около 3-4 километров, слышит. Говорит, вот в таком и таком направлении появился неопознанный летающий объект. И я слышу, что они говорят, эти диспетчера между собой. Ну, и я представился, говорю, я вот такой, говорю, давай направляйте ракету ядерную на этот объект, потому что я в нем нахожусь, они хотят нам объявить войну. Надо уничтожить, пока они не улетели. Этот говорит, диспетчер говорит, так тебя тоже уничтожить. Говорю, ну пускай, но угроза это больше, чем проигрыш мой. И в то время они пришли, на меня навалились, вырубили эту связь. Говорит, ты что, сделал это, нашу маскировку, ну, как говорится, Снял. Сделал так, чтобы наш корабль стал виден, мы могли погибнуть из-за тебя. Ты заслуживаешь сурового наказания и так далее. Ну, они стали кричать. Одним словом, я там сел, говорит, ну, все равно, мы тебя сейчас придумаем наказание. Правда, потом они сели на каком-то аэродроме, помню. Там были длинные полосы, горы были вокруг этого аэродрома. И в этом аэродроме я
Помню, что было такое небольшое строение, там целый аэродром, незначительное. А с этого строения там двери такие не очень, как говорится, и эта летающая тарелка как села, меня запихали в эту и по лифту вниз поехал. Какие-то камеры, не камеры, ну там, как говорится, помещения были, где... Ну, это на земле было, да? Подземные, Наш аэродром, да? Или это уже где-то Нет, другая это, планета? по-моему, американский аэродром был. А, И я теперь, поскольку знаю, я думаю, это было Арея-51. Угу. Я Ну да, теперь все думаю, говорят, но что тогда там я зона. не понимал. И они меня туда запихали, и я знаю, что я мог ходить и даже по такой лестнице подниматься. И там была такая дверь, но она была такими прутьями. С одной стороны стоял их солдат всегда. Угу. Ну, я не умею английского, он не умел ни русского, никакого языка. Я с ним пытался один раз, он часовой там стоял все время. И ничего не мог ему сказать. Но однажды, там через 3-4 недели, по-моему, поступил на дежурство один такой солдат, который знал русский язык. И я ему стал объяснять, что они меня похитили, сюда запихали. Вот. И не могу я выходить никуда, куда хочу. Я должен жить вот в этих только, где мне отведено, и вот больше нигде. И говорю, может, можно через свою дверь мне выйти. Вот. Он говорит, я не имею права, но я тебя доложу нашему начальству. Мы с ним договорились, сколько я знаю, договорились, что людей они похищать не будут сюда. То есть есть какая-то договоренность между американцами, скорее всего, инопланетянами, а не похищение, да? Там американцы были, не американцы, но он мог говорить на русском и на английском языке. А где-то это было, так я не знаю точно. Может, Америка, может, арабские какие страны, может, еще куда-нибудь. Ну, а внешность его какая она была? Европеидная, американская, ну, как? Знаешь, я не помню. теперь уже точно не помню этой внешности. Не знаю, что солдат с винтовкой стоял, и он свои часы, они менялись там. Так. А эта дверь была и не закрыта, и не открыта она была. Она была, такого глухого не было, но был такой... Круче. Руки были. И потом ночью я один раз услышал стрельбу ночью. Кто-то стреляли. Я думаю, эти солдаты спустились внизу и хотели выбить этих пришельцев, которые, так их назвать, не людей. Знаешь, что они меня вытолкали скоро на лифт этот, который поднимается вверх. И там как раз эта тарелка уже поджидала меня. И они там лазерами на них стреляли, эти стреляли на этих вот из автоматов. Но одним словом шла перестрелка сильная. Так как я сержантом был, я понимал, что это боевые действия какие-то идут. И я туда попал, и они опять сказали, это все из-за тебя, из-за твоей болтовни, ты что, мы тебе слишком много воли дали и так далее. Ну, упреки на меня опять были все. Будто я все это задумал, будто сам себе. Главный зачинщик. Да, зачинщик. Говорит, ну ты точно заслуживаешь серьезной казни. Не казни, а это и наказание. Еще про казнь не было. Ну и все, они меня подняли опять куда-то в космос, по-моему. И какой-то черный корабль. Там ничего не было. Было только слышно, что какие-то телеграфные сообщения идет или что-то идет. В нем было тепло, воздух было, мне дали воду, а кушать не дали ничего. Я, ну как по карте, можно сказать, очутился там за свои преступления. И однажды слышу, говорит, вроде бы 2 человека, один из Америки, другой из России или откуда. И он говорит, что ты будешь делать там в субботу, а этот говорит, я туда, другой на русском языке. Я понял.
говорю, я подхожу к этому аппарату и говорю, ребята, делайте что-нибудь, как-нибудь меня снимите отсюда, я ведь здесь сижу, там, этой черной. А один говорит, кто-то нас подслушивает. И бросили трубку, и все, и кончилось. Моя попытка освободиться оттуда. Ну, потом они прилетели, взяли меня с собой и сказали, ну ничего, мы с тобой еще полностью не разобрались, ты еще не искупил свою вину. Сейчас мы тебя отвезем. Мы не имеем права тебя, так, как говорится, убивать прямо. Но мы имеем право тебя оставлять, ну, допустим, на Луне, не без средств существования. Ты получишь скафандр, получишь кислород, и у тебя будут отопительные эти батареи, которые тебя будут согревать, чтобы ты не замерз туда. Но они только 4 часа, говорит. Это все хватит. А остальное время, если ты извинишься, так дашь клятву, что ты будешь нам честно служить и так далее. Вот тебя, как мобильник, тогда дали, он не такой маленький, и говорит, нажмешь кнопку и нам скажешь. Ну, то есть на Луне там были их базы, что ли, или нет? Не знаю, я сначала-то не знал, что там есть. Я думал, что, ну, все, мне конец уже пришел, чтобы, ну, за все эти проделки, что я им сделал, наказание такое будет. Так. Смертельная казнь такая. Ну и все, я вышел, мне дали эту, и сказали, если будешь проситься, умолять прощения, ну, я бы, может быть, и попросился, когда они уже улетали от меня, но этот телефон упал в пыль. То есть вы были на... А где вы вот были? Где вас оставили они? По-моему, на Луне оставили. А что вы видели вокруг себя? Ну что я видел? Сначала темное небо, отлетающий этот корабль, который мигает всякими там цветами, и пыль, больше ничего. И все? Увидишь. То есть это... Да. Вокруг вас ничего не было, да? Никаких там построек, ни камней Нет, там. то место, это было пустынное место, ничего там не А было. космос вы видели? Там звезды отдаленные, там планеты? Ну, знаешь, я теперь так точно не помню, но мне как раз в это время, как бы не до этого было, может, все и видел, но стресс такой большой был у меня, что, в общем, все время у них был очень большой стресс, когда я был. Я все время хотел удрать, вырваться оттуда, из плена этого. Но каждая моя попытка не приносила ничего хорошего. И тогда со мной кто-то стал разговаривать. Вот правда, я потом нашел эту трубку, и он говорит, ну как тебе нравится на поверхности Луны? Ну, думаю, я тебя умолять точно не буду уже. Сказал, ну ничего, хорошо, мне нравится все, очень хороший погода. В скафандре были, да? Да, в скафандре. Говорю, могу прыгать повыше, чем на земле. И мне даже, ну, говорит, ты долго не попрыгаешь, через 4 часа кончится энергия аккумуляторов, и тогда увидишь. И жидкий кислород уже кончится, говорит, через 5 часов. Ну, так что сейчас ты еще замерзнуть успеешь. Одним словом, так поугрожал, и он тогда уже был на таком расстоянии, что я его даже не видел, только слышал, что они говорят. Ну, говорю, все, конец уже. Но все равно стал идти куда-то, я сам не знаю, ну, иду, на что-нибудь надеюсь. И потом там в этом скафандре мне говорят, вот осталось столько и столько, осталось столько и столько, там говорит, вот кислорода настолько, говорит, а потом под конец уже пора кончать это вашу, как говорится, вот, прогулку, так как кончаются все эти запасы для жизни. И делайте это вручную, или мы сделаем вот вручную, так как я всего с этим зубом.
Да, мы долго пытались вас как-то подключить к Zoom, ничего у вас не получалось. Мы это сделаем автоматически, Поэтому мы соединемся с через самым Facebook ближайшим общаемся. спасательным пунктом. Представляете? И я думаю, ну, это ближайший, наверное, спасательный пункт Альфа Центаврус куда-нибудь находится. Что? Ну, а потом увидел я такой свет большой около меня, и он прожектор как-то искал кого-то там. На меня остановился и стал приземляться. Приземлилось другой корабль, но я забеспокоился и думаю, что я им скажу, откуда я тут очутился. Если они меня спросят, имею ли я разрешение тут быть или нет. Но они ничего не спросили, меня там догрузили, сняли этот скафандр, отвезли в базу такую. Она, как тебе сказать, такие купола белого цвета большие. Ну, там человеческие нормальные условия. Ну, только питание очень плохое. А чем кормили? Такое, как будто макаронами и этот, как он, фикус, листья фикуса такие вот. Но питательно было или не, ну, то есть нормально вы чувствовали себя с такой едой? Ну, нормально, но только кормили один раз в день, и так не очень много. А кто? Это были какие-то другие пришельцы, да? Кто-то или... А я не знаю, может, это самая компания, может, у них такие трюки. А как они выглядели? Так же выглядели? То же самое. Они по-моему, те же самые компании. Ну и что, после этого я там пробыл некоторое время. А вы там работали, видели людей там других или только сами были? Нет, там людей не было, там только были военные корабли были, которые, в частности, были, как говорится, круглые, такие, как шары, с иллюминатором одним, и летели вперед не с иллюминатором, а с другой стороны, там все электроника была внутри. Видно, они смотрели через эту стену металлическую. Ну и что, меня тогда погрузили в эти. И через некоторое время я там был, потом сказали, что решили меня переселить, как это называется, планета П3. Она находится у звезды Цегри. Но эта Цегри-звезда, я смотрел, на нашем языке нету нигде, значит, двойная звезда, 35 световых лет отсюда находится. У них там была какая-то база, не база, там жили, там занимались горной промышленностью, выкапывали какие-то такие синие кристаллы, которые энергетику дают этим кораблям. Около там килограмма этих кристаллов, там большущий корабль мог лететь около полгода на них, пока они исчерпывали все свои возможности. И уже в этой базе, когда меня переселили там на военном корабле, тоже там был 3 человека экипаж, это был и я, 4-й пассажир был. Этот отвезли, там быстро тоже там перескакивали через какое-то пространство, я не знаю, одним словом, хреново, все было очень плохо. Чувствовал я это все время, ну потом, когда выходили из нее, опять нормально было. Там так, я не знаю, как будто через все твои клетки, через кости, через все идет такой ледяной ветер. Такое самочувствие было. Потом они меня там доставили, а там было уже много уже людей. Уже стояли отдельные бараки для людей, которые, так сказать, которые работали на этих шахтах. Но они работали не с лопатой, с киркой. Они и работали, эти механизмы делали, а они были обслуживающий персонал. Там они чинили электронику, они там смазывали, они все. Вы общались с ними, с кем-то? Да, потом пообщался немножко, потом расскажу.
Но сначала меня определили отдельно от них. И я, так как я по этой специальности, меня сначала в такой цех направили, где строили эти аппараты, чтобы строить. Но я долго там не был. Пришли и сказали мне идти к этому начальству там. Там все небольшие расстояния между этой колонией было. И тогда мне приказали совсем другое. Ну, я в общем, ничего там не делал. Был как опытный кролик. Я не знал, но они, наверное, вживали в меня этот вирус какой-то или что-то. И я был, как теперь говорится, переносной ящик вируса. Ведь и это тоже кто-то... Но это в 1974 году, мы еще ничего не знали, таких ничего страшных уже болезней не было. Я, в общем, в то время даже и сам не знал, потому что все было в секрете. От меня, я только потом догадался, что так было делано все. Я мог сходить к этим людям, которые там живут. У них были такие собрания. И они, как секта, сделала у этих людей. И они все собирались вечером и все разговаривали, что все уже наша Земля, наши космические силы уже половину галактики завоевали, и скоро будет на этой Цегре, будет и их освободят, и все. Я так слушал, думаю, а вы точно из Земли все, или от других мест каких-нибудь, я же не знал, откуда они. Но они говорили Земля именно, да? И да, Земля, говорит, так у нас Земля еще до Луны еле добралась. Так они как раз сердились на меня, чуть не побили меня тогда. Ну, в общем, думаю, лучше уж я буду молчать, никакого понимания нету. Но они так все уверены, что у них все хорошо там будет и так далее. Ну, они похожи, они люди, да, такие же, как мы, по сути. Да? И там, понимаешь, садятся много кораблей, которые забирают из них покупают эти кристаллы. И говорю, а почему вы не можете на этих кораблей сбежать? Ведь уносите эти кристаллы и сдаете все, так садитесь и летите. Там вас примут любые. Там такое, как говорится, нету ни билетов, ничего. Если хочешь, попросился, тебя примут они. Говорит, мы не можем. Говорит, видишь вот эту башню? Большую такая башня стоит, как антенна. Говорю, да. Ну, говорит, у нас каждый имплант есть на артерии сердца основной. Взрывной имплант. Если мы удалимся отсюда на 100 километров, он разрывает сердце, и мы умираем. Пока работаешь, вот это... Получается, это тоже все похищенные были, да, с планеты? Да, все похищены. Говорит, пока мы находимся в этой зоне, мы можем спокойно делать все, что хочешь. Зато нас никто не охраняет, потому что нечего охранять. Мы не можем. Говорит, а эти сигналы засекречены. Мы сами электроникой работали, если бы знали, какие там эти частоты, все, мы бы сделали такие аппараты, и мы были отсюда. Говорит, они в строгой секретности сделаны, и сразу 2 частоты какие-то идет, и надо их, чтобы точно не совпали, чтобы срабатывали. Вот такие мне они рассказали. Говорю, а я что, еще не имплантирован? Да? Говорит, ты пока еще не имплантирован, потому тебя и не пускают ходить на эту площадку, где приземляются эти корабли. Мы там побыли некоторое время, но у меня импланта еще этого никто не сделал. Потом они хотели сделать, но попозже. Расскажу, как было все это. Потом они через некоторое время говорят, ну хорошо, ты уже заслужил то, чтобы мы тебя могли отпустить в отпуск. А вы, получается, какой у вас функционал там был? Вы тоже камни там таскали какие-то, или вы просто там находились? Да? Ничего. Я жил, кушал, ел, даже как говорится, такие мог некоторые... Компьютер
такой старинный, по-ихнему, по-нашему, так это нормальный компьютер был. Мог бы по нему, ну, учиться что-нибудь такое. Ну, я ничего не делал такого. Ну, как подопытный кролик, так его тоже не заставляет там камни таскать. Он живет, пока живет, а потом умирает. Так вот, по этим событиям я так очутился опять на земле с ними. Так, то есть вас вернули просто как-то? Простили, меня, да? Меня так просто вернули, Ага. под охраной были. Так. И мы как приземлились где-то в какой-то теплой стране ночью. Угу. И нас сразу встретили трое людей, таких как мафиозы, такие, ну, амбалы. Угу. В черном они все. И приказали мне в машину идти. Пошел в машину эту и куда-то ехали. И очень далеко ночью ехали. Угу. Потом приехали в какой-то аэропорт. И они шли сзади, мне сказали идти спереди. Говорит, ну ты не вздумай что-нибудь. У нас вот это навешан, это плащ, а в руке пистолет есть. Если что-нибудь, мы тебе пристрелим. Ты должен идти туда, куда надо. Приехали в какой-то особняк такой, после самолета там тоже. А правда, с самолета тоже выходить я должен был один. Они не выходили со мной. Угу. Они сказали, вот ты идешь, туда вот стоит машина, иди и сядешь в нее. Но все время ты будешь на прицеле, мы за тобой идти не будем. Я пришел там, сел там, уже отвезли в этот особняк. Ну там вроде ничего, так, нормально кормили, нормально жили, и углы сделали, и этих вот женщине все привозили. Угу. А по ощущениям, сколько вы пробыли на тех планетах? Вот вы вернулись, сколько прошло времени? Как вас похитили? И вы... Я думаю, около 5 лет. Думаю, А вот внешне, там, физически вы как-то поменялись, там, стали, не знаю, сильнее, там, еще как-то, ну... Знаешь, 25 лет там, или 28-29, так это на человеке не очень видно, а теперь во мне 72, как бы 80, уже может видно Так. будет. Угу. А тогда не было видно, но черт знает, может поменяться. Потому что время здесь текло одно, мое время текло совсем другое. Они как-то сумели, я не знаю их технологий, но они как-то сумели это все делать. Ну и одним словом так и кончилось, что я кое-что услышал, потом после этого, когда услышал, что там эти русские тогда говорили, что все в порядке, там произошло это вируса, переношение вируса и так далее, и так далее. Я тогда понял, что этот вирус был через меня перенесен сюда. То есть они инопланетный вирус сюда перенесли какой-то, да? Да, какой-то вирус. Но я не знал какой, и я решил от них все-таки сбежать и как-нибудь сообщить. Ну, там вокруг язык был не русский, не литовский, не какой я знал. Английский там был, там еще другой какой-то язык был. Но все равно они меня сопровождали. Я все время уже так как будто поддался им. Но все время думал, как бы дождаться такого момента, чтобы ускользнуть от них. И вот мы, помню, какой-то город, спускаемся по лестнице к железнодорожному вокзалу. И на рельсах там стоит как раз, по-моему, или метро, или что-то такое, что я помню одному, я сам был в армии учился, одного подцепнул ногой, другому по бороде рукой, чтобы тоже упал. И стал бежать к этому, думаю, что еще это метро, и скроюсь. А уже потом, как будет, не знаю, я уже почти добежал до этого метро, но один выхватил пистолет и на меня стрелял, и меня ранил вот здесь, на бедра. И теперь еще рана есть. Я упал, кровь очень текла. Сразу вызвали там люди, которые были, вызвали скорую, кто-то. Приехала полиция, приехали все, а эти вор, я помню, ну, вроде бы говоришь, как будто я вор, что-то украл и стал бежать, и они вот одним словом
притворили, что меня почти как и не знают, как будто. Но думаю, все, слава Богу, кончилось. Я попал в эту больницу. Это уже где было? И пришел ко городе? мне человек, который там из прокуратуры или откуда, я не знаю. Там, ну, знаешь, когда все эти случаи такие с огнестрельным ранением, ну, записывают как-то. Да, конечно. Пришел записывать. Я говорю, я не знаю ни английского, ни такого. Одним словом, они нашли какого-то переводчика на русский язык. Я им стал рассказывать эту историю, что я тебе говорю. Он слушал, потом я вижу, они вот так вот показывают. Но я им все рассказал, что думаю, что через меня произошло заражение там вирусом каким-то страшным, что-то таким, или что будет, не знаю, ну, одним словом, что-то такое нехорошее будет очень. А вы смотрели это, вы вернулись, ничего не поменялось. Тот же год, да, 74-й, вы в него же и вернулись, да, по сути? Или Потом нет? расскажу, это все по порядку. Давайте, хорошо. Потом все запутается. Я помню, лежу в этой больнице, мне там зашили эту рану. И, по-моему, теперь я хорошо не знаю, но вроде бы есть эти знаки. И там на английском есть у меня ранение от их дней. Там другой случай был. Приходит один из них к этому доктору, который там руководит этим отделом. Там я уже пролежал, по-моему, неделю или меньше. Я вижу, как он что-то с ним разговаривает, там ему денег такую пачку сует, говорит, что я вот чокнутый, что они меня перевозят, хочет из одного города в другой перевезти. И я уже вижу, что они договорятся. Опять я их не руки попаду. Они так сначала смылись, а потом... А в полиции они это дело закрыли, так как они решили, что я несовершенно умный, или как это. Я дурак, что я рассказывал им все, что это было. Так мне надо было что-нибудь другое сказать. Но я им рассказал так, как есть, и они сразу подумали, что... Того. Ну да, у нас ничего другого подумать и не могут. Да. Ну и там тоже, и они так вот рукой махнули, а может и не махнули потом, потому что потом очень как-то быстро этот СПИД выявился. Через 74 год, в 82 году уже выявили они, что он, ну, уже было заражено около, не знаю, 100 миллионов человек или сколько там было. То есть это был СПИД, по сути, да? Я думаю, это СПИД был. Я не знаю, может Эбола, может какой-нибудь другой, но я думаю, что это СПИД был. А вот цель Потому какая? что... Вот зачем вирус? Для того, чтобы все-таки политики с ними начали диалог или... Не знаю, в чем дело это было, и никто из них не начал, потому что потом вторая волна вот этого коронавируса еще идет, так что они еще, по-моему, дожимают до конца, пока экономику не посадят. Вы думаете, что корона это тоже их рук дело, да? Не знаю, их или других, но все равно это... У них неоднородная масса, у них множество этих цивилизаций, одни хорошие, другие плохие. И одни воюют с другими. Все до Земли, с центра галактики до Земли, все занято. И вы думаете, что если люди построят свой корабль и полетит, у них должен быть транспондер у этого корабля, который через зону какую-то галактику летит, цивилизацию, он должен отвечать на эти. Если он не ответит, его сразу прихватят их сторожевые корабли и арестуют. Они далеко не улетят никто. Это не так просто, как мы думаем. Мы остались в последнем месте, которые позже всех развивались. И теперь нам, не знаю, вообще трудно. Вот в своей Солнечной системе мы можем спокойно летать, что хотим. А если захотим так, как они, летать там, они же мне сказали, что они нашу галактику через 2 недели пролетают на своих кораблях. С одного конца до другого. Там 1200 световых лет за наши 2 недели.
это Какие сделать. двигатели там, какие технологии? Так что эти сумасшедшие. 35 световых лет, которых они меня отвозили, так для них это то же самое, как тебе сесть через это, трамвай и переехать через старый город. Это Так. у них не больше. Хорошо. Что дальше было вот Но после дальше больницы? я скажу, так что я подумал, что они все меня вернет, и я так был и прав. И они пришли сразу все, так знаешь, они так уже улыбаются, так фамильярно со мной, как бы никто не видит, нет, раз этот Бог, который еще не служил, говорит, мы тебе еще покажем. Ты еще получишь за это все. Потом вернули меня. Меня отдали эти врачи там, ну, одним словом, знаешь, когда деньги, говорят, деньги молчать, а у них денег много, так как они золото делают сами, не делают, но синтезируют его из этого, из ртути, из других там материалов, и очень быстро и большими количествами. А на земле золото на доллары обменять нету никакой сложности особенной. Металлолом сдаешь, и там получаешь, и если не сдадут тонну другую, так это им ничего не значит. Это у нас за эти тонны они могут подкупить все, что хотят. Они очень хорошо устроились. Так как я этот человек, я не знаю кто. Он был КГБист, или он был от них, черт знает кто, который меня похитил. Ну, в любом случае, у них же свои связные должны быть на земле, чтобы Черт знает, кто он такой. Это только оказывает то, что наши власти про них знают. И очень хорошо знают. И не знаю, почему не поднимает никакого тревоги, ничего, борется там и с этим СПИДом, и с этим короной. Ну, люди молодцы, потому что не сдается. Смотри, эти сделали все прививки, и все, и может, и выкопается этот. Ну, кто дает гарантию, что они еще хуже что-нибудь не сделают. Не 3% смертности будет, а будет 35 или 45%, как его, допустим, 50% умирает не будет. Так вот, ну, правда, потом я у них попал, он стал на меня кричать. Ты понимаешь, что если бы тебе удалось это то, что ты сделал, ты бы больше полгода не прожил, ты бы умер. У тебя в крови такой концентрат яда, что если мы тебя против яда туда не впрыснем, ты больше полгода не проживешь. Так что делай и не рыпайся все, что мы тебе говорим. Опять оттуда вернули меня уже не в эту третью, а вернули в Луну меня, в эту базу. А там в базе сделали этот укол. И такой шприц, как старинный, как бывает, как с гравюрами, такой, как металлическая инкрустация, ну, такой хитрый. И половина вот такая вот этого шприца был такой, как коньяк, такой жидкости. И меня вен ввели ее. Говорит, все, теперь ты уже вылечен. Одного хватает этого. Говорит, теперь мы и сделаем так. Тебя землю не вернем, но ты полетишь с нашим одним экипажем на другую планету такую. Она не центр нашей цивилизации. Меня в центр не пустили у них. Я жил в таких перифериях только. Говорит, ну, там ты сможешь взять свою семью, там будет где работать и так далее, и ты сможешь там проживать все время. В лучших условиях, чем на Земле, никогда тебя таких не будет. Ну, а что мне делать? И все равно я, если скажу, что не согласен, так и будет. Ну и меня там тоже на этот такой же корабль, там двое были, два пилота, один пилот, один штурман, и я третий был. Ну, это военный такой корабль, военный корабль. Семью не хотели забрать? Так, подождите, это не все, они потом говорили, через полгода только ты сможешь. Но там он вооружен был так, что, не дай бог, мне показали этот весь корабль, и показали эти лазерные пушки, показали эти места стрелков, которые они, там в космосе идет война там настоящая.
Мгм. И там даже если летишь, там не значит, что ты полетишь туда, куда тебе надо. Может, тебя собьет. Есть космические пираты, летают. Они, допустим, в Землю прилетают, забирают людей. Ведь у нас в Земле около 3 миллионов людей каждый год исчезает. Мгм. А куда они исчезают? Они исчезают именно, ну, некоторые там криминальные бывают, которых убивают, а много есть таких, которые, как я вот, встречаете и пропадают. И меня отвезли в какую-то, не знаю куда, ну, и мы летели тоже, по-моему, сутки или 1,5 сутки, так вот, по времени. Я и поспать успел там, и все, ну, потом уже увидел, когда приближается все, и они вошли в этот, ну, как в зону связи, там доложили, что привозят меня там, и они сказали, что мы и вас принимать сегодня не будем, у нас уже кончился это рабочий день, прилетайте, побудьте в орбите еще до утра, тогда. Но они договорились, что им дали сесть на землю, эту площадку, где эти корабли стоят, отдельная площадка такая есть, им дали место там. И мы сели туда, и надо было ждать утра, пока они меня сдадут, и утром, когда сдадут меня, они обратно у себя в базу смогут улететь. И вдруг они говорят, ну, говорит, мы тебя, если оставим одного здесь, ты обещаешь себя хорошо вести, ничего не наделать. Говорит, мы хотим уйти, а там, я не знаю, что там у них было, или какое-то казино, или что-то там такое действовало, что они хотели тоже военные, ну, знаешь, так как увольнение у них что же такое было. Говорит, ну что поделать, буду. Говорит, ну только закройся, знаешь, что здесь место такое ненадежное, много этих всяких есть преступлений и так далее, никого в корабль не пускай. Сиди один, мы так незадолго, там через часа 5-6 часов мы вернемся. Так что нас жди здесь. И они ушли, меня оставили там. Ну, я, знаешь, там с одного места посмотрел, другого, думаю, ну, блянба, если вот такие 5-6 кораблей для Литвы, говорю, скоро мы от русских освободились. И как раз кто-то бым-бым-бым снаружи по металлу этому бьет. Я подошел к этому через купол этот, я смотрю вниз, какой-то человек такой. Он говорит мне на русском языке, открой. Я говорю, ну как я тебе открою? Говорю, нельзя открывать. Ты давай только быстрее открой это. Это твоя жизнь. Я пришел тебе помочь. Говорю, ну как ты мне поможешь? Говорит, вот так, завтра тебе сделают этот имплант поставить через... На сердце. Ну, не знаю, как через вену ведет этот имплант. И ты уже никуда отсюда не сможешь уйти. Мы все имплантированы. Говорит, моя семья живет в России. Он мне сказал фамилию, сказал имя, но я теперь не помню его. Имени. Говорит, меня тоже так похитили, но они никто ничего не знает. Говорит, ну я сделал вот этот мешочек этих вот кристаллов, для тебя собрал. Ну, и для любого такого, как ты. И договорился, там стоит корабль этих пилигримов, такие есть, странники космические. И они тебя заберет и отвезет. Говорит, ну только меня пусти внутрь, надо сделать так, чтобы они не взлетели с этим кораблем. Я его пустил, он молоточек такой в руке, пошелся по всем этим приборам, по компьютерам, разбил все. Говорит, теперь идем поскорее. А когда вышел на улицу, а там градусов 50. А я одет только в этой, вот как сейчас одет. А дышали нормально? Был кислород там? Да? Как? Кислород был там и было чем дышать? Ну, из корабля, Да. когда вышли? Да, нормально. Там я не почувствовал никакой разницы, только очень-очень холодно.
я прошел 10 шагов, я тебе говорю, может вернуть. Говорит, нет, нет, еще не так много, еще 200 шагов, и там этот корабль нас уже ждет. Они уже там реактор прогрели, говорит, скоро уже взлетать сможет. И он меня как только довел, еще дошли до этого корабля, этого, который там на площадке другой стоял. Эти уже появились, я уже увидел, как они спешно идут к этому своему кораблю. По-быстрому он меня садил туда, подал этот мешочек этих кристаллов этому, который принял меня. И мы взлетели сразу, ничего не ожидая. А он остался там, этот человек. На этом корабле мы уже вернулись на Землю. Он меня привез, правда, с ними еще был разговор. Сначала они спросили, в какой системе я нахожусь. Я сказал, Солнечной. Где она? Если у них там был такой прутик, и на этом прутике такие пленки с этими системами. Он мне подал около 20-30 этих. Говорит, давай выбирай, в какой системе ты живешь. Мы не знаем точно, где тебя привезти. Говорю, Земля. Говорю, должно быть звезда и 9 планет. Он подумал, может, мне 9, черт знает, сколько есть. Любой бы растерялся, я тоже так вот представляю. Ну, себе. знаешь, ну такой момент, ну что сказать, ну если я... Может Земля, может у них по-другому она называется. Астрономию учил, ну не знаю, 9 или 8 или 10, я сначала думал 10, нет, потом говорю, может 9. И как, и а что? Там около 20 этих пленок. Ну, говорит, хорошо, у тебя в подсознании есть твоя карта. Говорит, надевай этот шлем. Такой большой, надевай этот шлем. Все ясно, говорит, координаты установили, время установили. Вот тебе, ты уже 5 лет уже не существуешь там. Тебя надо вернуть через время. Говорит, а это сложно. Говорит, если мы найдем, как он называется, какой-то энергетическая частиц облака. Подожди, как они... Не знаю точно этого названия. Говорит, если установить наши приборы, мы можем попытаться тебя через время вернуть, но это очень-очень много энергии надо. У нас столько нет лишней энергии, чтобы мы могли тебе ее подарить на это. Говорит, мы можем, если хочешь, тебя вернуть в другое место. Например, не там, где ты живешь, а где-нибудь в другую сторону. Внедрить тебя в другой язык, там, например, дать 50 тысяч долларов на начало жизни, чтобы ты мог начать. Нет, говорю, не надо мне всего этого, я бы хотел туда. Ну и потом и там такое не очень большое, как говорится, зал, и там не было отдельных там управления. Там как в одном стороне как будто такой стол, на этом столе 3 ящика и 3 человека сидит рядом с ними. Как компьютер, когда я не знал, что компьютер, например, как на компьютерный экран смотрит каждый. Там или что-то такое, и они программируют, и один говорит, я захватил это облако, и до него там, значит, так и так они между собой говорят, но я понимаю, что они говорят. Когда они говорят между собой, нету языкового барьера. Все понимаешь, они прямо в мозг, там символом или чем-то. Говорить это, но мы рискуем попасть или в черную дыру, или в другую вселенную. А в другой вселенной совсем другие законы, может быть. Говорит, и все погибнем, и не выйдем, не вырвемся ни оттуда, ни оттуда. Ну, командир говорит, мы все равно рискуем. Они рискнули, и все. Через, по-моему, 3-4 часа времени они говорят, что подлетаем. И сначала там начинают говорить, там, какая страна, у них компьютер показывает, какая страна, какой город, какое место, все, выбирай. Ну, я выбрал там, страна там, была тогда Советский Союз, выбрал, Литва, там, город Каунас,
а какое место, говорит, выбирай? Ну, говорю, давай в ботаническом саду, там такой лужайка хорошая есть, никто не увидит, 4 часа, еще темно было ночью, там, говорю, около этого. И мы приземляемся, я стою около этого пилота, который управляет приземлением, там ниже надо было выйти, как на автобусе, на такой лестнице. Поднялся внизу, и там двери, и впереди стекление. И вижу, что стоит человек. Там поляна, такая поляна, вокруг деревья, а около этих деревьев какой-то человек сидит и смотрит, как этот корабль спускается на землю. Он мне дает последние инструкции. Я думаю, что за человек смотрит. Он мог знать, что мы сюда появимся. Он говорит, ты выйдешь, иди слева направо, иди, пройдешь через вот это, там такой стоит агрегат большой, через этот агрегат, и тогда считай до 18. Мы должны чем можно скорее отлетать отсюда. Мы не можем, больше 20 секунд мы не можем задержаться на земле. Я пошел туда, говорит, только не беги, иди быстрым шагом, не беги. Я пошел под этим агрегатом, и меня все вот такой струей горячего воздуха. Я подумал, что они уже взлетают, не отходя от меня. Я думаю, что я даже на него посмотрел, я его вижу через стекло, в которое он сидит, пилот. Он говорит, не бойся, ничего, иди, вот так показал. И я пошел к этому. И они сразу стали стартовать. Я только отошел этих 18 шагов. Они так повисели, и понемножку, и сразу как погнули. Только звездочка маленькая осталась через каких-нибудь 10 секунд. И я стою в этой поляне один, и этот человек ко мне подходит. И ко мне подходит этот Карло. Откуда он знал? Потому что меня похищали так в Шенгере, а там был ботанический сад. И мне сказали, вот этого момента я никак не понимаю. Тем еще больше. Он разобрал мой мотоцикл, и так как ключик я забрал от этого мотоцикла, чтобы соединить проводки, чтобы его можно было завести. С этим ободранным мотоциклом он доехал до туда и оставил его в одном дворе у людей. Это вот этот кахибист, да, вот был? Это он. Как? Это он, вот тот кахибист, как вы думали. Это он же, да? Карл или как его? Карло Йонас. Вот. Да, он стоит, он меня встретил, говорит, вот тебе надо было построже с ним, ты вот сделал промах, ты ему уступил, теперь нас ждет большая беда землю из-за тебя. Он стал меня. Говорю, а ты знаешь, что я из-за тебя попал, хотел ему в морду дать. В такую неприятность. Говорю, меня подстрелили. Другой раз какой-то тираннозавр на меня напал. Вот, может, здесь попробую показать. А тебе увидится, еще шрам до сих пор осталось. А это где на вас напали? В корабле. Это на корабле было? Меня держали как домашние животные. Типа динозаврика какого-то? Не знаю, как эту камеру подвести. Да ладно. Может, в другой раз как-нибудь сфотографирую. И я в то время, когда с ним говорил, почувствовал, что у меня в голове что-то замешалось. И я все начинаю забывать. Я даже не понял, где я, что я здесь делаю, как я сюда очутился. Это, что я тебе рассказывал, я потом уже. Только через 20 лет. А в то время я не знал, что я делаю здесь. У меня эта память то пропадает, то опять появляется, то пропадает, то опять появляется. Он меня отвел к мотоциклу. Говорю, а что ты с мотоциклом моим сделал? Говорю, да ничего, я тебя сейчас его заведу. Он эти соединил жучки, завел, я еду домой. От ботанического сада я знаю дорогу, когда дома доехать. Но мне однажды показалось, так ехал и думаю, а может быть они меня не на эту планету привезли.
Откуда я знаю? Ведь они там мне показали, там много этих всех вот, этих пленок с этими со системами звездными. Говорю, а может Кеня туда? Вижу, женщина доит корову. Я подъехал на нее, смотрю. Говорю, извините, а здесь планета Земля или нет? Она мне посмотрела, говорит, молодой человек, с самого утра уже нажрался. Ну да. Иди ко мне, дома переночуй, на мотоцикле еще убьешься ты. А она, как сказала, нажрался с утра. Думаю, ну только у нас тут не нужно. Все в порядке. Приезжаю домой, ставлю этот мотоцикл, иду домой, и дверь открывает сестра. Она говорит, где ты был? Всю ночь пропадал. Говорю, знаешь что, я теперь не имею сил тебе рассказывать, что со мной случилось. Иду посплю, а потом, когда проснусь, я тебе все расскажу, что было. И что случилось, что было, что я увидел. Говорю, ты не поверишь никогда такое. Когда пошел спать, лег, жена уже была дома, она уже спала, так что-то не очень довольная мне сказала. Но я так никогда ночью не отлучался, так как этот раз, это первый раз был. Утром проснулся и ничего не помню. Как увидел, что через окно отец приходит, говорит, о, твой уже мотоцикл не такой, как был вчера, говорит. Кто-то ночью его ободрал сильно. Подхожу, о, думаю. И даже забыл, что это сделал этот Карло. Представляешь? И еще не все. Я иду эту свою место работы, потому что надо отпроситься, мне надо ехать в медицину написать заявление, что мне мотоцикл так кто-то ночью сделал. И я его встречаю. Но так как он был застрахован, я думал, страховку получу за него. Там, ну, немного, 150 рублей, но все равно в то время это были деньги. Я там пошел у этого начальника, спросил, что могу поехать написать заявление, что так и так случилось. На мотоцикле на объект не могу приехать сегодня, ну, потому что его ремонтировать надо, кто-то, ну, одним словом, и еду в эту милицию. А этот Карло меня встречает там. А я в то время с ним говорил, и не помню, что мы с ним только что разошлись. Понимаешь, а он уже на работе 9 часов утра поджидает меня. Говорит, ты не езжай в эту милицию, там они ничего не найдут, только там наделают всяких делов, там натаскают всех, и так и ничего не найдет тебя. Говорю, ну, может, найдет, не найдет. Говорю, ну, мне надо для страховки. Ну, тогда он уже, ну, что делать, езжай там. Ну, так ничего не нашли, как он говорил, так и было. Ну да. Понимаешь, какие чудеса, это как фокусы какие-то творится. А что было после этого дальше? С вами на контакт? Дальше потом я сменил работу, пошел на другую там работу. И мне стал из носа часто кровь течь. Утром просыпаюсь, вся эта подушка в крови. Иду, допустим, на работе работаю какую-то работу, мне сразу тоже потекла кровь из носа. Жене говорю, ну надо идти к этому отоларингологу, чтобы он прижег или что-то там появилось. А я подхожу к этому отоларингологу в Горляве, где тогда жили мы. А там была амбулатория такая, ну не амбулатория, а поликлиника. Уже было побольше, там были много врачей работали, там и хирург, и отоларинголог работал, и окулист, там много было врачей. Я у него зарегистрировался, очередь какая-нибудь 20 человек. Меня так 5-м или 6-м позвал туда, и он этот надел, смотрит так, ага, говорит, сейчас сделаем такие щипцы, вот, берет по коже, как вот эти вот, такие вот. И меня туда тыкает глубоко нос, у меня и слезы идет, и кровь стала идти. Он говорит,
потерпи, потерпи, еще потерпи, еще потерпи. И так примерно каких-нибудь 10 минут он там мучил меня. И вытаскивает такой прутик оттуда. Только он был не серебристого, был черно такого коричневого цвета, металлический. А я еще держу, это такой, дал он мне материала, там, чтобы кровь остановить. Еще сижу, он вышел из этого кабинета и закрыл меня дверь на ключ. И долго не приходил, каких-нибудь 40 минут не приходил. Потом он приходил, говорит, тебе придется еще подождать. Ты не можешь никуда идти отсюда. Всех людей он разогнал. И приходят какие-то 2 человека. Посмотрели этот имплант, там имплант был. И, оказывается, этот имплант блокировал память. Здесь в этом месте, и он блокирует память, вот потому я и теперь и знаю, что случайно мне пришлось снять этого импланта. Этот имплант у меня и сейчас где-то дома есть, я не знаю где, потому что мы переехали с Горлявой сюда, я его такой в синюю шкатулку положил, а эту шкатулку, так как потом опять забыл, знаю, куда-то есть, но не знаю, где она, может, найду куда-нибудь. А вот этот имплант, вот видишь, который... А это откуда? Откуда? С той ночи, да? И к нему притягивается магнит. Серьезно? Да, сейчас попробую тебе показать. Подожди, поставлю. Это они вам на корабле еще тогда делали? Нет, это другой раз мне было. У меня еще после этого не один раз был. Так, видишь вот этот, да? Вот, смотри. Заметил? Ну да. О. Но это вам уже позже поставили, да, этот имплант? Да, и еще не один случай был. Этот имплант меня совсем по другому поводу поставили. Потом я тебе скажу. Да, расскажите тоже. Это интересно. уже было через 7 лет после этого. Так, давайте покуда не забегать, да, давайте по порядку. То есть вам вытащили из носа этот, пришли 2 человека, и что они? Да, и они сказали, мы тебе должны снять отпечатки пальцев. А это почему? Что, какой-нибудь преступник или что-нибудь отказывают давать. Говорит, если ты не будешь давать здесь, мы тебя вызовем в милицию, и милиция силой тебя заставит снять эти отпечатки пальцев. Думаешь, что тут поделать? Ну давай, снимите, сняли эти отпечатки пальцев. Потом они мне написали свой номер телефона. Сказали, когда ты все станешь вспоминать, нам позвонишь и расскажешь. То есть они знали, что это имплант, который блокирует память, наверное. Ну, я стал вспоминать, знаешь, когда-то, только все это в 2002 или 2003 году. До 1982 года я ничего не вспоминал. После 1982 года такие вспоминания, но такие, что я даже не знал, как фамилия этого человека, который меня к ним доставил. Я долго думал, только потом понемножку так воспоминания стали, и потом я только понял, что это он. И я потом с ним еще связался, с этим человеком в 1992 году. Он тогда жил улица Жваизю, это будет Звездная улица, дом 15, квартира 1. Я его телефон нашел, я ему позвонил. Он ответил? Но он сразу так на меня: для чего ты мне звонишь? Говорю, ну я вспомнил как тренера по стрельбе. Понимаешь? Я тоже. И он сразу, ну, как говорится, думал, ну, если по стрельбе, так это хорошо. Понимаешь? Он немножко испугался, наверное. Ну, не испугался, а так думал, что вы вспомнили. Ну, черт знает, что он там бы сделал, если бы я ему сказал. Потому что в полиции я не могу. Безопасность этим не интересуется. Может,
Наша это теперь им другие там дела, землю надо украсть, надо что-то такое сделать, знаешь, это им до таких дел. И то тебя скорее скажут, Ну да, там вот, как всегда. да, Еще ты и запрут больнице. в больницу, наверное, в лечебницу психиатрическую. как меня чуть и не закрыли, когда я хотел сфотографировать голову, потому что у меня вот здесь еще 2 импланта были, но их я обнаружил только в 89 году. Я проходил эту медкомиссию по здоровью, мне надо было проходить. И у меня часто бывали такие вот, что-нибудь делаю, и в голове как молния. Чик-чик, да. И так больно. Ты не представляешь. Но это потом проходит даже все, как говорится, замирает. Говорю, что там такое может быть. Пошел к этому комиссию, говорю, а вы не можете посмотреть, сделать рентген. И сделали рентген, и там в этом рентгене было вот в этой части 2 такие большие микросхемы проводком соединены. Ого. Сразу я сижу у этого врача, еще в кабинете смотрю, один заходит, и все смотрят так на меня, другой заходит, все смотрят, третий заходит. Потом она говорит, знаешь что, у тебя там есть, это как она называется, аневризма. Врач, тебя надо оперировать. Я посоветуюсь с профессором, если можно оперировать, так тебя сделать эту операцию. Приходи через там неделю, одним словом. Я прихожу через неделю, и опять я у нее сижу, она говорит, а тебя как будто какие-нибудь пришельцы не похищали. Говорю, не знаю. Ну, я тогда точно не помню вообще ничего. Не знаю, говорю. А ты на войне где-нибудь участвовал в каком-нибудь? Ну, не участвовал, говорю, ни в какой войне. У тебя там есть посторонние предметы. Они тебе не мешают жить. Говорю, я и не знал, если бы мне сказали, так я не знал, что они есть. Но они, в общем-то, мне мешали, эти как бы были, знаешь, вот эти, как молнии. А как-то они вам помогали жить? Там, не знаю, удачливее ставали, там, денег Так больше? потом расскажу немножко. Хорошо. Было немножко тоже самые. Хорошо. Но это не знаю какие, потому что у них, говорю, очень много групп. Есть одни эти злые, они, как называется, торняне, Торн такая цивилизация есть. Другие галактического совета, которые, ну, одним словом, у них есть как Евросоюз, так у них есть галактический союз. Там около миллиарда цивилизаций нашего Млечного Пути есть, которые соединены там, и свои экономики, и армии, и все, и одним словом, они держатся против тех, которые анархического уклада, эти цивилизации. Эти анархические, это Торна и есть одна из самых знаменитых, из самых крупных, и она уже Землю считает как своей добычей. Но, это вам кто все рассказал про вот эти цивилизации? Я сам знал, когда там был. Я же разговаривал, я не сидел все время там и беседовал и с одними, и с другими, и знал, кто к чему. Одним словом, ну, по порядку. Я, тогда, когда они у меня дали это, я уехал оттуда, и там дальше на работе все ходил больше. И как об этом и правда, потом, когда они сделали этот рентген, после этого, тоже мне ничего больше не было, как будто. Но я знал, что есть эти импланты, и на руке есть, и там есть. Но вы их не удалили, да? Тогда? Один сам удалился. Один у меня вот здесь шея был. И здесь в этой шее такой, как он, гниль началась. И его вытолкнуло наружу. Он вот такой же, как этот и был, вот только... А это у вас что в руке? А что это у вас в руке?
Это магнит. Просто магнит, да? Неодимовый, потому что он только неодимовый магнит реагирует на этот план. Он понял. очень слабо тянет. Видите, Ну, тянет, там было видно, как он тянет. Чуть-чуть видно, что тянет, но он не так, как железо. Железо, смотрите, как он вытягивает. Ну да, Раз. да, конечно. Ну, потом я записался в форумы разные. Там стали обсуждать. Стал рассказывать свою историю. Они стали все смеяться. Тоже. Ну, я их понимаю. Это любой имеет право смеяться, так тот, который никогда... Да, кроме того, кто это пережил, конечно. Да. Ну, кто это, хоть видел хотя бы НЛО, так тот уже смеяться не будет, потому что любой из нас может очутиться на моем месте, но не всем так повезет, как мне. Может быть так, как было этим другим. И я думаю, что у них эта война уже идет, которую они сказали, что нам объявят войну. И эта война уже унесла немало миллионов жизней. Так а что они хотят? Так вы не знаете, что они хотят в итоге? А им торопиться некуда. Они между собой воюют. Они нас смотрят как добычу такую, которую не может прибрать по каким-то политическим, как говорится, не разрешает им просто. Нас держат как это называется, как звери, вот бывает, леса им отдает. Это, как это по-русски будет, не знаю. Хедрустенес. Заповедник вот, нас держит, вот, примерно. Галактика, это Совет Галактиков нас держит как заповедник. Они нас держат как свою добычу. Вот, допустим, вы приходите в заповедник, стреляете себе лося и тащите домой, а приезжают эти, которые это заповедник, и вас задерживают. Ну, вот у них такое же самое. Так я думаю, что это очень связано, потому что этот первый раз они мне сказали, что это, если я потом сам вычитал, потому что в 1981 году, как я услышал, что французы или какие-то ученые нашли этот ВИЧ-вирус, и когда Америка стала обвинять Советский Союз, а Советский Союз стал обвинять Америку, и потом они все стали говорить, что это появилось из Африки. И я понял, откуда это все. Ну, думаю, так, в этот раз хорошо. не я был этим ящиком. А что было дальше? Вот вы жили, да, вот все эти годы до 2000, пока не вспомнили. Вы жили обычной жизнью, правильно? Да. Дети у вас есть? Да. Мальчик, девочка? Оба дочки. Одна живет в Англии, в Лондоне, а другая в Испании, в Валенсии живет. Так. Прекрасно. То есть вы нормальный, просто жили как нормальный отец, любящий, да, там семья, все. Так, знаешь, жили, но не очень так богато, но жили. Не было так, что что-то не хватало. Теперь более-менее мы уже живем все гораздо лучше. А чем вы занимались тогда уже после этих событий? Вы сменили же, да, много работ? Я работал по своей этой прямой работе. Инженерии, да? Да. Так. И когда следующий контакт произошел осознанный с вами? Следующий контакт произошел в 1982 году. Как это было? Этот рассказываю вам про 74-й контакт года, а теперь 82-го года контакт был. Как это В было? 82 году я работал в одном предприятии, там должен был дежурить ночью до 4 часов утра. Это было 3 июня 1982 года. Я 4 часа закончил работу, а через туда идет, где мой поселок, автобус. Идет он без 5 минут 5 должен быть остановки. Я думаю, выйду на остановку, подожду, чтобы не уснуть. А потом дома высплюсь, и у меня работа тут есть, чтобы эту работу не пропустить. Остановка этой стою,
Ну, холодно мне стало очень. Ну, думаю, дальше я пойду по этой дороге. Там дорога в лес. В одной стороне река Невежа, с другой стороне такой откос большой с деревьями. Иду, вокруг соловьи поют, там птички. И вдруг все, как палочкой волшебной, махнули, все затихли. Я, вот так почувствовал себя, что я как будто в другом очутился измерении, не измерении. Вот, одним словом, я позавидовал, говорю, какая-то, ну, какой-то зверь, не зверь преследует или что-то такое. Говорю, им хорошо, они притихли, их не видно, а мне что делать? Иду дальше, и такой звук слышу через некоторое время, как будто запускает радиоуправляемый самолет. Это моя работа. И мне этот звук очень хорошо. Но думаю, 4 часа утра, без глушителя, без ничего, запускать радиоуправляемый самолет. И я стал оглядываться. Повернулся назад и вижу, метров 500 от меня шар круглый. Как будто катится на вершинам деревьев. Он пролетел через меня метров 20, остановился и стал вот так делать. Так, вверх-вниз, в одну сторону, в другую. Как будто не может кто-то так неумело управляет. И раз остановился в одном месте. И слышу голос. Не хочешь полететь со мной? Ну, он такой небольшой. Думаю, ну как мы вдвоем по лестнице. Громко говорю, нет, я уже у вас был. Но я не знаю, почему я это сказал, потому что в то время у меня еще память не была возвращена. Но я так, выкрутиться. Не хочу я просто невежливо сказать, что летите своей дорогой, я пойду своей. Это да. Нет, не хочу, я у вас был. Говорит, когда ты у нас был? Ну, говорю, вот, в 1974 году. Тот посмотрел, говорит, у меня в Германии, сейчас тебе скажу. Да, говорит, ты был, все ясно. А теперь не хочешь? Говорю, я желания не испытываю. Одним словом. Он говорит, стал говорить, знаешь, в землю прилетают эти пиратские корабли, они дискообразного формы. Он тоже сказал, что я на этой своей тарелке приехал до вас через 2 недели, прилетели и так далее, стал рассказывать. Говорит, а не хочешь, чтобы у тебя мы внедрили какое-то английское, не английское, какое-то непонятное слово сказал. Говорю, а что это такое? Ну, это, говорит, такое, как у кольца бывает, это драгоценный, как бывает, ну вот на руке, вот на это он имел в виду, в этом месте, как на кольце глазок. Я говорю, не знаю. И после этого у меня стал появляться этот после его разговора. Вы не спрашивали, что он дает, да, что это за имплант? Он говорит, это тебе дает охрану. Говорит, у тебя остальные научного назначения есть импланты, а это тебя будет давать охрану от того, чтобы тебя не похитили. Пираты или все, они будут знать, что такого помеченного, как ты, если похитят, их ждет очень суровая казнь. Так вот. Ну, сделали. Потом я как будто, не знаю, что там было дальше, я некоторое время как без сознания были, что ли, такое. И только помню, как он говорит, ну, раз не хочет со мной лететь, мне пора двигаться по своей дороге. И опять кто-то зажужжал внутри его, и этот его раз, и ускоряющий улетел на северную сторону. Он с юга прилетел, на север прилетел. То есть вы даже не почувствовали, как этот имплант появился у вас, да? Как-то дистанционно, да? Ничего я не чувствовал. А может, когда я без сознания был, да, может тогда. Да. Я только помню, что когда он улетел через через 30 секунд, у меня такой страх овладел. Я думаю, я мог опять исчезнуть на все время отсюда. И стал бежать на эту начальную остановку.
потому что этот автобус должен был приехать. Я прибежал, а там и такой скотинский страх, что я стал стучаться в двери у каких-то людей, чтобы меня пустили, чтобы мог спрятаться у них. Мгм. Но они мне не открыли дверь. Потом встретил человека, который идет на эту остановку. Я ему стал рассказывать, говорю, смотри, меня чуть-чуть не похитили инопланетяне. Этот смотрит на меня 4 часа, думает, этот уже налил сюда. Тот смотрит, какие инопланетяне, а ты что, не вытрезвился еще? И услышал такой же звук, как этого объекта, который летел, только очень похож на самолет, который летит уже реактивный. И посмотрел, и вижу, это тоже круглой формы, вот такой, тоже по той самой траектории этот улетел туда, а этот сзади его как будто догоняет. Мгм. Ну ты, говорю, посмотри наверх. Говорит, это что, реактивный самолет? Ну, говорю, посмотри, когда ты видел круглый реактивный самолет? Тут посмотри, да, говорит, что это такое здесь творится. И мы с ним поменялись телефонами, и сразу приехал мой автобус. Мгм. Я этот автобусе рассказал кондуктору, водителю, что такое здесь творится. Мгм. Приехал домой, и дома рассказал. Ну, знаешь, все послушают, ну, доказательств Ну, конечно, никаких есть, конечно. никаких нет. Ну, Как имплант разве закончилась что. эта история. Но этот имплант с этого времени у меня появился. Вот. Мгм. И уже этого не скажешь, что у него. А вот шрамы и здесь у меня с первого похищения есть. Мгм. И еще Так. импланты здесь вот есть у меня. Ну, вы их не удалили, да. Один сам ушел, а второй еще остался, А получается. этот ушел сам. Он, Да. он меня помучил целых 3 года. Так. Э, Хорошо, вот это после этого второго случая, что было дальше? Были еще какие-то? уже были после этой революции случаи. До тех пор, пока не было этой перестройки, пока не было, еще уже больше не было. Ну а потом уже начали с 2000 года. Нет, еще в 1994 году было. Я тогда занимался этим, был как он, упинников, как будет по-русски, фермер. Мгм. У меня 20 гектаров земли есть там у нас. Ну и мы там выращивали морковь. Работы тогда не было никакой. Заводы все закрылись. Жить надо было всего. Так мы выращивали гектар морковки, там, капусты. И это все снимали, в базар возили. И так и крутились понемножку. И мы один вечер приехали. Так это не я уже увидел, а моя жена увидела. Мы там, стоит мой трактор, стоит прицеп, и мы рвем, подняли сначала механически эту морковку, потом рвем ее, бросаем в этот прицеп, а дома обрабатываем, чтобы лучше было. Мгм. Она говорит, ты посмотри, что там делается на воздухе. Я поднимаю голову, смотрю, звездочки одной стороны, еще звездочки не могли быть, потому что еще звезд не было. Была такая около 5-6 часов вечера еще. Но они видны как будто. Около 5-6 и с другой стороны 5-6. И они как будто воюют между собой. Мгм. И потом, когда мы уже набрали, я сел в кабину, а жена легла на эту морковь, там, легла на этот прицеп домой. И она говорит, я видел, как они до самого дома нас провожали. Мгм. А вечером я с прожектором был около этого трактора. И как-то мне в голову пришлось пару раз так свистнуть в небо, в ту сторону. Мгм. Мгм. И оттуда раз, огоньки поедут. Ну, больше вроде, ну так, больше такого и не было. Потом было, когда я в аэродроме своих ребят тренировки делал на эти радиоуправляемые самолеты.
Это уже Один какой раз год? приезжаем, Какой год был? это был, подожди, это был 2000, по-моему, какой-нибудь 4-3 год был. Угу. Приехали в аэродром, и там смотрим, вроде бы птицы так кругом летит. Вроде бы мешки полиэтиленовые от мусора. Угу. Но они стоят и крутятся так легко, но не помахивают крыльями. И это сколько было? Так, примерно полчаса, видим, они там кружат на этом месте. Угу. Час проходит, они кружат. Как раз приготовили мой радиоуправляемый планер. Я думаю, может, там хороший термик есть на этом месте. Ну, чтобы набрать высоту. И я отцепился и по радиоуправлению подлетел к этим объектам и стал у них в строй. Они летят, и я лечу вместе. Они крутятся, и мой планер крутится с ними. Но они-то держатся на месте, а мой планер как блин падает вниз. Я сделал 3-4 виража таких и пошел на посадку. Они остались стоять. Я говорю, ребята, это что-то не то. Давай бежать. Они от нас каких-нибудь метров, там 500-600 было такое расстояние. Угу. Мы добежали до них, двое уже куда-то исчезли, а один еще стоял. Мы на него смотрели, так он не сразу как будто, но он понемножку вверх поднимался до тех пор, пока исчез глаз. Интересно. Ну, а они с вами уже не Это общались, что-то- не говорили больше с вами? Как? Не общались на контакт прямой? Не общались, ничего, ну как пообщались. Вместе полетали. Не, я имею в виду в дальнейшем Я больше. управлял этим планером радиоуправляемым, а они летали сами. Ага. Вот такое пообщение. Но они культурно меня пустили, так как этот труп не очень большой был. Я подошел, они расступились, и мне оставили место, и я крутился, я не крутились. А сами вы не стремились на контакт с ними выйти там в разговоре, что-то попросить? Ну что, ничего, у нас только был один раз такой случай был. Мы пролетаем через одну зону и разбили 3 радиоуправляемых самолета. Они перестают управляться там, в этой зоне. А это где? В том самом аэродроме. И потом я уже стал это место присмотрелся и мыслью говорю, ребята, если вы нас охраняете здесь уже, в этом месте, так будьте добры, не мешайте нам работу. И после этого исчезло это. А на следующую неделю, когда приехали опять в аэродром летать, я увидел этот объект какой-то серебристого цвета, и такая красная дымка вокруг него была, как облачко какая-то, объект. И он уже был на высоте каких-то 3 километров от нас. Это был как будто ответ, но попросил, значит, мы уступаем вам эту Зону, пространство да. для тренировок. А с тех пор, с Ну, а 2000-х годов, с вами они тоже не говорили с того времени? Нет. Они своим дорогам улетели, все. Потом один раз через вот этой комнате тоже сижу, и через это окно смотрю, там у нас аэродром есть, Корнелово. Летит оттуда самолет, идет на посадку. Он по-моему, в Швеции прилетел, или ну, оттуда, от Швеции примерно. Подлетел недалеко этой зоны, которую я вижу, было темно ночью. И вдруг стало мигать. Раз. Он пролетел этого мигающего объекта, и этот опять погрузился в темноту. А самолет улетел своим. Вот такое я видел. Потом один раз у нас был уже контакт более реальный такой. Около 2010 году. Вот это уже был серьезный контакт и очень нереальный был. Это я вам описал контакт, когда я ночью сплю, и кто-то меня со мной говорит в голове. Так. Как у этого. Говорит,
ты просыпайся, не спеши, есть еще время, одевайся и иди в гараж. Мгм. Надо, чтобы была крыша жестяная, потому что тебя хочет уничтожить вражеский корабль, мы очень далеко от него, мы не успеем вовремя, чтобы тебя защитить от него. Знаешь, как опасно много знать. Так вот, я так не хочу просыпаться, так не хочу. Я опять уснул, говорит, ты не спи, это очень серьезно. Мгм. Уже мало времени осталось, давай, вставай и делай то. Ну что, я встаю ночью, 21 градус мороза. А жена рядом была или нет? Как? Жена рядом была с вами? Рядом жена говорит, что с тобой? Ну что, я ей буду говорить, что, понимаете, Мгм. голос сказать. Мгм. Ну, она в эти ваши истории, как она к ним относится? Вы же рассказали ей? Так неутрально она и хоть и сама несколько раз видела все, но она как-то... Мгм. Так, и вы идете в гараж. Знаешь, говорю, я в гараже забыл выключить аккумулятор, подзарядку поставил, выключил. Ну, что-нибудь надо сказать. Конечно, конечно. Да. Оделся немножко так, ну, не очень хорошо. И прихожу, а там холодно, дуб даешь, сижу, ну, думаю, ну, и глуп свой, какой-то голос приснился, что я тут, дурак, делаю, какой тут корабль. И вдруг слышу такой звук. Кто-то приближается к нам, ну, в воздухе, высоко. Ну, нет, не так, как самолет, не так, но вот такие звуки. И он вокруг, вижу, слышу, что вокруг нашего этого квартала, где я живу, так один раз пролетел, удалился, вижу по этим его пширканьем, слушаю, потом слушаю, опять приближается, опять, а я уже сижу, я уже понял, что это не шутки. И я сижу и думаю, дай Бог, чтобы меня эта крыша так сберегла, потому что, наверное, волны там или искривляется, он вдалека чувствует, где я нахожусь. Может, по имплантам узнал, да, где. к этому импланту он не может, как говорится, подскочиться. Так и этот, по-моему, круглый объект тоже по этим имплантам меня потом один уфолог говорит, он тебя нашел по этим имплантам. Потом третий раз опять удаляется, опять приходит. И уже четвертый, и слушаю, что он уже не возвращается туда, а уже улетает в ту сторону. Там, на, по-моему, юго-восток. В ту сторону удаляется. Он удалился, уже не слышно его, и мне было сразу, все, тревога прошла, можешь выходить. Я выхожу через дверь, там такая груша около дверей, и слышу, что с этой стороны, вот, они улетели в ту сторону, а с этой стороны кто-то прилетает с свистом. И вижу такие 4 в строгом строю объекта, вот такие вот, как полулуния, ну, как бывает, ну, как серхает луны. Но они так летят в строю, как будто какой-нибудь доской были сколочены. Они прилетают, я их увидел, и я сначала испугался, думаю, что это неприятели. Но они так прилетают, и потом над моим домом сразу вертикально и сделали такой разворот военный, боевой. И полетели сразу туда. Я пока дошел до дома, слышу, где-то далеко там. Думаю, конец уже этим настал, который меня уничтожит. Вот. И все пропало. Вот этот контакт так и кончился. То есть вас защищают. Это очень хорошо. Не знаю, они защищают, или это какие маневры были. И это тоже было какое-то... Кто может знать? Я вот говорю только то, что я знаю. Не, если не вас знаю, просто предупреждали, значит, ваша жизнь им не безразлична. То есть они вас защищают, они хотят, чтобы вы продолжали я жить. бы думал, что меня тогда смогли мне от этих торнянин избавиться Галактический Союз, этот, который здесь, ну, эти пилигримы, это ни при чем. Они ведь
Свободные путешественники, путешествуют где хочет. Какое им было дело? Но почему, ты мне скажи, при посадке этот Карло стоял там, в этом. Так он точно знал, откуда он мог знать, что я сяду именно здесь. Что меня выпустить здесь. Удивительно. Может, правда, у них зоны определенные есть, где можно садиться? Может, это просто игра была, может, это разыгрывали, может, откуда можно знать, они же... Типа так вас Черт типа знает. проучили, и те, как будто, помните, ушли специально, так как будто дали вам, Ну, черт знает. чтобы вы один в корабле Они же не остались. объясняют, что они собираются Да, делать. да. Я только вы могу смотрите. по факту, что они сделали. Ну, потом был в 2013 году, тоже случай, по-моему, или в 2014 году, дочка хотела, которая живет в Испании, с мужем, они собирались улетать в Южную Америку, в Чили. И она у нас гостила со внуками 5 часов, около 5 часов должен вылетать из Вильнюса авиарейс в Мадрид. А там она должна была встретиться с мужем, а в 9 часов вечера уже у них было билеты на этот самолет, который летел в Чили. Так мне надо было вставать в 3 часа ночи, и мы ее провожали в этот аэропорт. Везли с Каунаса до Вильнюса, там примерно 120 километров дороги. Вильнюсская эта дорога все время в ремонте была. Там одна часть закрытая, переезд в другую, там две, значит, уже нельзя обгонять, нельзя переезжать, там по таким строгим коридорам надо было ехать. Так вот, я выхожу уже в машину, и я уже чувствую, что сегодня будет ночью контакт. В машине сидит моя дочка, мой внук Густавос, моя жена и я. 4. Густав, он еще подросток, он сразу заснул в этой машине и ничего не чувствует. Дочка и жена все видят. Мы едем примерно через 70 километров дороги, я увидел в горизонте летающего вроде бы самолета. Самолет летел, по-моему, летел с востока на запад, таким направлением. Но так как я с авиацией связан, знаю, что никогда не бывает сверху зеленый, а снизу красный. Они бывают на конце крылья бывает. А сверху может быть белые огни, мигающие сильно, ну, может иногда и красный быть, но тоже он мигает. Но так, чтобы он зажегся, не вспышка, простой огонь. Я думаю, это что-то такое. Как только подумал, мы должны были переехать в левую сторону и одностороннее движение. Он был от меня километров 20-30 сначала, этот объект. Через 15-20 секунд он появился почти рядом с нами. И летел на нас он. Как он Мы не выглядит? можем не остановиться, впереди машина едет, сзади машина едет. А он летит прямо на нас. И сверху такой зеленый треугольник. То зажигается, то погаснет, то зажигается. То есть то это был погаснет. шар, диск, что это было? Нет, это был, по-моему, цилиндр продолговатый. Он Но светился я или просто нет? Не разглядел. Светился он, светящийся? Но это был не шар, это был цилиндр продолговатый. И наверху у него была вот такая, как говорится, как дорожный знак с зелеными краями. И они зажигались и угасают, зажигается, угасает. А сам он черный был просто, да? Обычно, ну, металлический какой-то. Неясного цвета был, я не понял какого, он темного такого цвета был. И он подлетел и подвис рядом с нами, но на этой левой стороне, которой я остановился. И тут жена стала на меня, дочкой кричать: ты тут на в небе не смотри, давай скорее до аэропорта, то самолет летит. Когда вернешься, посмотришь тогда. А вернулся, уже его не было. Но я потом вернулся, сразу написал в форумы, что я видел, и написал... А вы остановились, чтобы его смотреть или нет? Нет,
остановились, но как ты остановишься? Ну, Ты да. в противоположном Ну, ясно. полосе движения, Да. и там твоя полоса закрыта, ты едешь по односторонней колее и не можешь остановиться. Сзади тебя машины едет. Ты же не остановишься во второй Ну, да. полосе машину. Вот так и получилось. Я не мог с ним ничего разглядеть. Вот. Это был предпоследний. Потом там в Испании что-то было такое. Мы прилетели ночью. 1 час в Аликанте, потом с Аликанте еще 200 километров ехали в Валенсию на легковой машине. Там у них, у детей, я лег спать, но не мог никак, я был слишком много устав, еще не мог хорошо спать. Думаю, пойду утром на берегу моря, ну, так немножко поразомнусь, может быть, и поброжу по воде. Там был апрель месяц. Был, и вода, ну, не была такая холодная, как у нас в Литве. Вода была около там, 20 градусов, наверное. Можно, у нас летом 19 градусов всего бывает. Но там никто не купается, уже 20 градусов уже холодно всем в Испании. Ну и стал немножко разумниться, так, гимнастику, чтобы стресс этот прошел, эти дороги. И вижу, там гвардия цивил подъезжает, автомобиль издалека, а там около моря я не знал, что вспахивают эту полосу. И ночью, чтобы не было, но они увидели, что я занимаюсь, и там квартал не бедных таких людей, которые под Такона, это квартал. Они не остановились, так увидели, что я... И я хотел идти в воду, поднимаю голову и вижу, 15 метров от берега такая труба торчит из воды. Угу. И такое чувство, как будто какой-то хищный зверь там меня ждет. Угу. Этот раз точно я не приду. Потом пришел домой, за столом всем рассказываю, все как стали смеяться. Надо мной говорю, ну ты дедушка. Это дедушка. И внуки. Говорит, ну ты даешь. И тебе, говорит, приехал в Испанию, и они за тобой в Испанию погнались. Для них расстояние это вообще ничто. Да, а потом пошли мы после этого завтрака на море, на то самое место, ничего нету. Побродили, ничего нету. Что Ну, это могло может быть? они, не знаю, за вами все-таки наблюдают, и иногда тоже дают понять, что они за вами наблюдают, чтобы вы тоже не расслаблялись. Там потом в ресторане сидели на берегу моря вечером. И так впереди меня я вижу что-то такое мигающее пролетело, но так быстро, так что я сам хорошо не разобрал, что это было или нет. Но я так понял, что не, ну там, знаешь, и гости, и все-таки такое место, что там не будешь прыгать и смотреть, что там такое. Ну, тоже было такое. Понятно. Такие вот случаи. Что интересное, вот когда вы с ними общались или с другими людьми, вы еще узнали о них? Может, о Земле, как вы появились, там история, да, там такие вопросы не задавали? Они это такие, я это узнал, но история, оказывается, наша не это античная история, это еще не история, история примерно 300-400 миллионов лет назад у нас есть, и Земля была, как говорится, была цивилизация такая же, как у них всех. Она выходила в космос, и тогда эта цивилизация называлась Атланты. И эти Атланты колонизировали многих этих цивилизаций, которые теперь нам мстят. Они были ихними, как говорится, ну, те, которые платят налоги. Платили налоги. Они очень были жестокие, хорошо развитые, очень хороший флот имели. И эти атланты сами в последнее время только вступили в этот галактический союз. Они
не хотели вступать, потому что они сами очень мощные были. И было много порабощенных и много этих вассалов было у них. И они собирали такой же флот почти, как это Галактический Союз собирал. Но потом все-таки решили, что содержать то, что они награбили, будет лучше, когда они вступят в этот союз. Что все колонии эти содержать. Так как они поднимали бунты, вот эти Торно, цивилизация, тоже была их колония. И она бунтовала. Лунцы такие были, потом, ну еще какие-то, я даже не помню их этих двух помню. Они вместе сделали союз и напали на атлантов. И разбили нашу эту землю. Так а мы, получается, потомки атлантов, да? Или заселены мы были... Не совсем. Почти всех атлантов уничтожили, потому что они применили какое-то, я не знаю, какое-то оружие, как оно называется, что вся земля облилась водой. Все это, те, которые были богатые, атланты успели сесть на своих кораблей и улететь в свои колонии. А те, которые были более бедные, и все остальные люди, все почти погибли. Остались только те, которые выжили где-нибудь в горных этих ущельях, таких вот в норах выжили люди. Притом еще перед этим ударом гравитационным еще Земля получила и ядерные удары сильные. И еще было сильно загрязнено радиацией. Одним словом, был такой страшный катаклизм, что потом люди опять стали через 100 тысяч лет или сколько опять стали с нуля вставать на ноги. Так вот, они мне про это, но я не знаю, это правда или нет, но они... А что, может, касательно будущего ничего не говорили? Что нас ждет, к чему может там привести? Я так понимаю, время для них не проблема, там, слетать в будущее или в прошлое? Да, они вот со временем они могут как-то свободно себя вести. Потом, только я помню, что с одним был разговор, я спрашивал, почему они не хотят общаться с людьми. Говорит, они... Все время с ним немножко поговоришь, потолкуешь, и он сразу же просит, чтобы его бессмертным сделали. Говорит, а мы их не можем сделать, так как мы тоже умираем. И мы тоже такие люди, как и вы. Но только мы живем подольше, чем вы по 600 лет живем вашего времени. Говорю, а почему такая неправда? Говорю, вы 660 не дотягиваем. Говорит, мы много путешествовали, больше ничего не сказал. А что это значит, я так до сих пор и не понял. Ну какая разница, дайте нам 600 лет жизни. Ну, да. Может, мы Не, может у них там вакцины есть, там, которые продляют жизнь, да? Но они что-то такое делают, по-моему. Понимаешь, вот, чтобы армию такую перебросить, там, допустим, какие 30 световых лет, это деньги большие, ну, да. А бутылочку вируса никакой проблемы нет. Или одного человека забрать, и его сделать этим контейнером вирусов и отправить обратно в землю. И все, и проблема решена, и целые народы погибнут. Вот смотри, какая мелочь какая-то, оказывается, это корона. Да. Только 3% смертности. А какой переполох в мире? Да. Так Заставил всех поволноваться, конечно. Мы за неполный год почти только. Так это же еще говорит, что вот из Британии еще штамм, вот это второй Так, какой-то. может быть, они в будущем и войдет в контакт нормальный с правительствами, потому что уже, я считаю, этот им почти удался. Ну, как говорится, это давление, которое делает. Это еще не война, это только, как говорится... Предупреждение. Ну, это средство давления. Ага. Потому что, ну, насколько я помню, и так слежу за новостями, тема НЛО мне не чужда, потому что мой отец его в свое время видел. Вот. И мне всегда оно было интересно, вот как действительно мои родители из села, и как-то отец, вот ночью ему стало страшно, неуютно, он подошел к окну, и напротив у нас была сельская хата у соседа.
И вот над этой сельской хатой он увидел дискообразный объект, который завис. Он просто и свет увидел. И после этого, то есть, когда он мне это рассказал, я папе, доверять, естественно, я ему поверю. Потому что меня там, конечно, не было, меня еще в проекте тогда не было. Но то, что отец говорит, я ему верю. И вот, когда он рассказал, что такое вот действительно махина, луч, все, вот с тех пор я вот тоже немножко увлекаюсь этими вещами. И вот спасибо вам, что вы откликнулись на такое интервью. И я вот сделал этот ролик, потому что мне вот интересно, я по интернету нашел комментарии просто людей, которые хоть как-то видели, сталкивались, правда, неправда, выдумки, это уже, такое, каждый для себя сделает выводы, как вы правильно говорите. Тот, кто ни разу с этим не сталкивался, для него это смех. От того, кто похищал ли, да, например, или кто вступал в контакт, для него это нормально, в порядке вещей. Он скажет, да, такое было. И я видел интервью с президентом Калмыкии Кирсан Илюмджинов, которого похищали. Он открыто всему миру об этом говорит. Тоже говорит, меня вот пальцем у виска крутили, что типа ты что, куку, да? Приехал уже, он говорит, а я видел, я с ними общался. Потом Трамп вот недавно рассекретил об НЛО, куча случаев задокументированных. То есть что-то есть, что-то все-таки, столько людей не может говорить неправду, просто. Я вот с этой точки зрения. Поэтому мне вот интересна ваша история, и еще раз повторюсь, спасибо. Эти инопланетяне очень нагло здесь ведет, они чувствуют себя безнаказуемо, потому они мне... я помню, как я с ними спорил тогда насчет этой войны, говорю, я от вас выйду, говорю, я людям скажу, что вы такие, что вы хотите делать. Говорю, да тебя просто дурачком посчитаете, никто тебе не поверит. Они вот так они же знают нашу эту психологию. Да, да. Тем более, что они как преступники уходят и никаких следов не оставляют. Сел и улетел. За ним не погонится, его наручники не наденешь, ничего не сделаешь. Госбезопасность наших может и работать, но это тихоря. Научный мир думает, что мы все вот такие вот дураки, психически больные, которые это рассказываем. Полицию. Вот, допустим, у меня шрамы есть, откуда они все. Я пойду в полицию, что я им скажу? И что они мне скажут? Так лучше сидеть дома и молчать. Так им нету лучших козыря этим пришельцам. Да. Они могут чувствовать себя очень-очень хорошо и тем более, если это, высокоразвитая в любом случае цивилизация, просто наши средства даже против них это смешные. Если у него там оружие другое, у них воздействие на расстоянии, там, силой мысли. Так, люди для них вообще, как вы говорите, зверинец, да? Где-то в звере в заповеднике. Вот на нас можно смотреть, похищать, если надо, а мы ничего в ответ не сможем сделать. Хорошо там, если вот вы говорите, есть там альянс, который как-то за балансом следит. Да, то есть, хоть какая-то может защита быть. Это все очень интересно, на самом деле. Да, но этого альянса они не очень... Вот у нас тоже заповедник есть, но есть браконьеры, которые проникают в эти заповедники. Да. В Рыму и глушат себя тоже. Стреляют этих зверей, хотя бы их и должны охранять кто-то, если их поймают, конечно. Так вот, этот имплант есть, тот, который показывает, что этого зверя застрелить нельзя. Я же говорю, да, у вас уже четко метка. И действительно, доказательства, вот у вас, в принципе, с этими доказательствами вы тоже, вы такие выходите, да, на контакты с уфологами, там с вами в Литве общаются, да? Я в форумах говорю, но никто не верит, они думают, что это когда-нибудь мне попала какая-нибудь стружка тут металлическая, она обросла, и это притягивать и так далее. Сначала говорили, что это просто нарыв, а когда этот нарыв уже 20 лет такой же самый. Так, а в голове тоже, если там... Она твердая, вот видите, я на нее нажимаю, она под костью движется, а вот под кожей твердо такая, как косточка какая-нибудь. А теперь немножко давайте такие вопросы. Вот как-то помогало это вам в жизни, не знаю, денег заработать, удача, вот вы говорили, расскажете еще эти вещи. Денег они не помогали мне заработать, они как будто, когда я старался что-нибудь делать, они стояли как будто рядом и смотрели, как мне это получается. Может быть, это записывали, может, они смотрели, как я, допустим, стараюсь работать честно, допустим, мне не получается, почему не получается, какой менталитет моих окружающих людей. Вот такой, я был как
ну как этот персеверанс в Марсе, такой, что они могут записывать все, через имплант они получают всю информацию и все. Правда, они мне однажды сказали, что в этот имплант они мне переводят средства, которыми я смогу расплачиваться, когда опять попаду в их цивилизацию. Ух ты. Вы хотите, чтобы контакт состоялся еще? Знаешь, мне уже 72 года. Я Не знаю, пенсионер, я живу здесь совсем неплохо. У меня есть свой дом, есть своя земля, есть свой лес, есть достаточно доходы, чтобы жить беззаботно. Могу летом поехать в Англию, одну дочку в Лондон, потом перелететь в другую, побыть в Испании, могу еще где-нибудь. Я могу себе это позволить, так что мне здесь совсем неплохо. Так что я там, ну, как говорится, тем более, что у них, когда был, у меня все время чувство такое, как вырваться, ну, когда тебя закроют в клетку, ты хочешь как-нибудь из этой клетки вырваться. Вот такое чувство, которое не покидает тебя ни днем, ни ночью. Ты знаешь, что ты здесь, не по своей воле я был у них. Если я бы по своей воле, а может быть, поехать там, посмотреть, может, что-то так интересное. Да, на самом деле, вот ваша история немножко, она такая грустноватая, то есть, да, они используют людей как рабочих, а вот, например, Кирсан Илюмжинов рассказывал, что ему просто на экскурсию, да, полетели, показали какую-то там планету. Вот, а здесь немножко, да. Таких экскурсий они ни одному человеку не представляют. Если они похищают так с точным уже намерением, и, может, ты будешь раб, может, тебя возьмут на анатомическое исследование, есть и такие, тебя там они уморят химикалами, потом в жидком азоте заморозят, отвезет и продают. Это пираты это делают так. Есть у них тоже изучение наших рас. И в университетах каждая цивилизация имеет такие, они большие деньги, это нелегально, но они платят большие деньги, это делается, это человеку нету никакой радости, так что берегитесь, если можете. То есть не вступайте в контакт никто, да, ничего вас там хорошего не ждет. Попадете в эти горнодобывающие предприятия, там они же планеты эксплуатируют. Мы-то не можем, только Земля, они черт знает куда можем довести, добывая там редкие какие-то материалы. Вот эти кристаллы синие, допустим, я их чупал в руке, но они вроде бы ничего себе такие. Но они, оказывается, очень много энергии имеют. Может, корабль, который 10 километров длины и 300 метров в диаметре, может его обеспечить энергией в течение наших 10 лет. Так это огромная вещь. Мы таких еще не знаем. Потом у них связь идет по торсионному полю. У нас радиосвязи только близкие бывают между экипажами или там где недалеко. А там торсионное поле, которое есть, работают у них передатчики, приемники, так может в одном конце галактики сказать, в другом сразу же слышать. Так что... Просто, может, зрители, чтобы кто ищет, не знаю, там, контакты, чтобы там стать успешнее, бессмертнее, богаче, то есть такого не будет. Лучше что? Остерегаться, правильно? Нет. Они вас используют и бросят, когда вы будете. Записали. Я думаю, слушатели тоже сделают свой вывод по этому поводу. То есть не ищите контакты. Я не знаю, я с такими... Ну, если вот эти, которые меня там от смерти тогда не дома, может, эти чуть-чуть заботятся там. Но это на моих глазах уничтожено. Ну, я не видел, я только услышал эту канонаду. А так этого самого... Может, там было только просто розыгрыш, может, что-то такое было. Потом были психологические, помню, еще такие опыты. И, очень, очень такие сильные можно инфаркт получить этих опытов психологических у них. Одним словом, если бы мне был выбор, чтобы попасть туда или нет, я бы выбрал, чтобы нет.
Ну да, это ж вы начали тоже все это вспоминать, тоже для вас стресс, наверное, был, что вы забыли, а потом вспомнили, и вроде жили-жили. Понимаешь, но это вспомнил такие не за год и не за два. Это процесс был долгий. Потом я стал сам интересоваться, потому что я лазил в эти вот уфологические формы. И это, я думаю, может, других появится таких, как у меня вот были. Вот. Я думаю, Может, после этого что-то видео там ребята напишут комментарии, только, пожалуйста, пишите те, кто действительно какие-то имели не просто фантазии ваши, а вот как человек рассказывает, так и вы. Если что-то это было, напишите в комментариях. Я думаю, Станиславу тоже будет полезно. Ну, так, не полезно, а просто интересно почитать. Комментариев всяких будет, они будут считать, что... Не, пусть пишут, ради бога. Вы же понимаете, другие что... будут считать, что мне нужна какая-то... Да. Так, ну, вы же понимаете, что даже вот люди, да, между собой, вот, одни назовут вас сумасшедшим, вторые поддержат, а третьи там нейтральные. То есть даже среди людей вот эта грызлота, там, не знаю, противостояние, она есть всегда. И даже там в комментариях есть хорошие, есть плохие, есть нейтральные. То есть люди сами воюют между собой тоже. Как и пришельцы там есть. Мне понравилось, как в этом корабле, как я с ним говорю, я же людям скажу, что вы такое затеваете, что вы хотите нас уничтожить и так далее. Они говорят, говори, тебе никто не поверит. Так они же... Так оно и есть, на самом деле. Да. Это наш менталитет, да, пока своими глазами не увижу. Пока своими глазами не увижу, пока меня не похитят, там я ничего не смогу никому ничего доказать. Но когда меня похитят, все равно все скажут, что я там... доказать, но всегда в дураках оставался. Вот. Так что... И в этот раз я ничего не думаю. Зато... Если кто увидит, кому-нибудь будет пользу, пускай смотрите. Да, вот. Я же говорю, зато останется видео, которое тем более, будет смотреть. Брехня, не брехня. Ну, понимаешь, я сначала откуда все это понял, что это было настоящее несколько лет, а не 4 часа. Вот это рана. Если меня похитили, допустим, 12 часов ночи, а вернули 5 часов, так пистолетная рана тебя заживет за это время. Ну да. Аргумент. Даже кость раздроблена немножко, я чувствую здесь. Вот ямка такая есть. Вот теперь, когда зажили. Вот. И я только почувствовал тогда, что мне что-то больно немножко в этом месте. А только потом стали у меня вспоминания через некоторое время идти. Как это было. Это было очень больное место. И притом они ко мне подбежали и стали извиняться. Так не должно было быть. Ну что это такое? Зачем ты бежал? Зачем? Это не должно было быть такое. Вот стали извиняться, они уже взрослые. Так зачем вы стреляли? Я бы сел в этот поезд, может быть, и сдох там через 3-4 месяца от этого вируса. Ну, может, кто-то узнал что-то, а может, ничего не было. Там другое, как говорится, государство, там люди по-другому говорят. Где-то меня вышвырнули бы из этого поезда, наверное, где-нибудь, или бы сожрали какие-нибудь, и все. Может, так могло быть. Ну, а так как я им в этой больнице рассказал, как они на мне, я сразу понял, что это все. В любом случае, я думаю, даже если они наблюдают за землей, тут у них связисты, как вот этот Карл, да, вот они есть. И если что-то случается, сразу вызываются определенные люди, которые там пытаются это либо замять, либо сопроводить, деньги дать, чтобы замолчать. Ну, вот, как люди, есть люди в черном, да, там фильмы, они говорят, и опять же, фильмы ж не просто так берутся, вот всякие, даже эти технологии не просто так. Кстати, они не говорили, они технологиями помогают землянам или нет? Об этом у меня с ним разговора не было. Но я думаю, этот аэродром, который был там с подвалом, они зря таких не держали, там они что-то взамен должны были получать. Ну, конечно. Так, мне больше всего жалко, что мне этот человек, который спас меня оттуда, этот русский, который помог мне бежать, я не помню ни его фамилию, ни его родных, теперь ничего не помню. Да, можно было бы, восстановить данные, там, хотя бы понять, исчезал он или нет. Не могу никому ничего передать от него. Так вот, в общем, могу сказать, что он
сказал мне, что я рассказал все, что там было. Но я сделал это, а больше ничего не могу. И мы не можем все больше сделать. Как только если они появились, мы противоядие, вакцину делаем, что-нибудь такое, что мы больше можем. Да. Вы Это хотите рыбки в пруду, на которых крапает густав. Что ж, Стараемся спасибо, вылечить, да, спасибо за этот разговор, что поделили свои истории. Было приятно с вами познакомиться, пообщаться. Пожалуйста. Я лично, ну, не знаю, я вам верю, потому что я вижу, что вы адекватный. Верите, не верите? Адекватный. Ну да, вам-то без разницы, но я просто со многими людьми общался, Есть, и вы, есть. когда говорите, вы говорите это искренне. Ну, реально, вот видно, что вы воспоминания, вы хотите вот восстановить все максимально подробно. Это видно, Да не когда все, я человек... еще вспоминаю. Из этого Да. похищения я примерно еще 40% ну, еще не вспомню. Может, еще вспомню. Это очень медленный процесс. Очень медленный. И тем более, что этот имплант хорошо, что мне вынял этот доктор. Если бы не вынял, так я до сих пор ничего не вспомнил. Мгм. Они неудачно ставили, что он меня физически стал мешать жить. Просто. Ну да, да. А я не знал, что он Если там. бы, да, И кровь вы не шла, вы... представляете, Ну да. что вам такой прутик в нос вставили. Да. Так да. это же больно должно было быть. А я не помню, как это дело. Так это такой момент, так ты не забудешь никогда. А вот когда вынимали его, и когда мне показали, говорю, откуда он туда появился, я тогда был совсем потерявший память. Мгм. А вот сейчас вот какие-то, например, помните, вы как в детстве говорили, что вам говорили, любое число называй, это будет правдой. А, Так, это сохранилось, нет? Сейчас? Или уже нет? я не развивал эту свою, как говорится, Ну, а возможность. голоса иногда вам что-то подсказывают, вот правильность решений? Ну, иногда в конструкциях подсказывают. Я пару этих изобретений сделал. Это они сделали, мне подсказали эти изобретения. Я сделал, А их что вот зарегистрировал. конкретно? Что конкретно? Какие? Ну, это простые изобретения. Там, допустим, с теплоизоляцией оконных блоков. У меня было очень Ага. проблематично, потому что у нас дом был очень холодный, когда мы здесь переехали жить. Мгм. И если 25 градусов мороза, так с вечера, если будет у тебя 22 градуса, так утром будет только 8-9 градусов. Мгм. Так вот, эти вот утепления окон они мне показали, как надо сделать. Потом я это запатентовал, и это Ух ты. широко очень в Литве у нас было Ух ты, внедрено. вот это вещь. интересно. Там несколько фирм работали по этим. И это увеличило на 4 градуса даже прирост тепла при том самом отоплении. А оказывается, что эти стеклопакеты, когда ставишь только 1 градус, это и очень дешево было. Ну, знаешь, правительство такое, что где фирма может больше рекламы, там они Мгм. и делают. Немножко забыли мой этот. Нет, и не надо у меня дома Были установить. еще какие-то, да, изобретения? Или только вот... Там технологические при авиастроении, там, допустим, изготовление покрытия крыла авиационного, там Ух ты. то же самого. Ну, есть у меня много изобретений сделано дома. Так, если технические решения, которые может стать самостоятельными изобретениями, у меня около 94 есть. Сколько? 94? Еще немножко они мне подсказали. Как? 94 вы говорите примерно, да? Или что? Они подсказали мне немножко про антигравитационную эту тягу. Один раз попытался, что-то получилось, но теперь пытаюсь, не могу опять это Мгм. точно так сделать. А они как сказали. происходит, подсказали? Это вам голос, да, звучит в голове? Ну вот просто мне задаете вопрос, и никакого голоса нет. Просто через некоторое время Приходит у ответ. меня в мозгу появляется ответ. Мгм. Но мне никто не говорит, он как будто мой, но я знаю, что это не мой, потому что я, допустим, по этой специальности не мог
иметь этих Так. вот Вот это знаний. очень интересно, на самом деле. Это то, что уже, не знаю, можно доказать на самом-то деле, да? Ну, это мне очень, очень помогло, потому что как-никак я вот начал работать, я в своей сфере подготовил чемпионов Европы, допустим, моделей по воздушному бою. Теперь эти люди стали тренерами уже, они подготовили чемпионов мира, Евразии, уже все в Литве. А это моя Да. работа была сначала. Ваша Я школа. пришел, так немножко знаний всего было тогда. Но тоже они подсказали некоторые технологии ведения воздушного боя. Там я как идеи свои вносил, но они были больше не мои. Там, не знаю, трудно сказать, что мое, что не мое. На самом деле, я вот, ну, по себе тоже знаю, если, допустим, я вот иногда там пишу там какие-то рассказы, там еще с детства, и как будто действительно тебе кто-то там просто рассказывает историю, а ты выступаешь таким ретранслятором, который просто записывает. У меня пару раз вот действительно такое ощущение было, что вот историю, ее не я придумал, а кто-то через меня ее сделал. Ну, вот так интересно получается. Вот. Но я не связываю это с контактами инопланетянин, может это вселенная, да, то есть это разум вселенский Может какой-то. быть, Да, да, и Мы- вот такие вот штуки. знаем Хорошо. только то, что знаем. Это да. Всего.